Доброе утро, не знаю, у кого если. Или кто-то еще, может, не спал. Доброй ночи тогда. Здорово, guys. Посмотрим The Game Awards. Я, короче, не особо спал тоже. Часок, наверное, от силы. И то, знаете, как уж на сковородке вертелся. Но не суть, да. Вроде стартует церемония. Что-то, конечно, Twitch, правда, лагал. Надеюсь, время самой трансляции ничего не будет тормозить. Все будет отлично работать. Да, сколько там остается у нас? Минута до старта. Здорово, Twitch. Всем привет, кто подошел. Мейнстейдж, лайт. Доброй ночи, доброе утро. Смотря, что у нас нам, гайс. У нас пока ночь глубокая. 7. Ничего не успел толком почитать. Что там, может, какие-то уже сливы были. Обычно бывает, что за несколько часов заранее все уже сливают. Вроде ничего не было такого. Даже Твиттер не успел открыть. Что-то, говорю, не особо Twitch даже грузился. Первый раз блоки не погрузились с чатом. У вас что, как? Чего ждете? Больше всего. Или так чисто? Ну, анонсирует, бог с ним. Хватает нам игр и без этого. Ну что там? 4:30 на моих часах, кстати. Когда? Ну вот, видимо, начнется сейчас. Elden Ring. Да вот я тоже, пожалуй, больше всего Elden Ring. Ну, больше всего. А так вроде еще что-то должны показать. Ну, то, что я сегодня говорил. По резику информацию, может, что-то покажут. Еще Вавилон. Я видел только твит в Вольве, что они Алекс не довезли, да? Это плохо, кстати. Игра уже вроде весной же выходит. Странно. То есть игра даже не в рабочем прототипе еще. А разве они не обещали? Нихера. Смотрите, таймер пошел. 5 минут еще тупить, пердеть. То есть вы анонсируете конференцию в онлайне и запускаете таймер на 5 минут. Нехорошо, нехорошо. Мы хотим извиниться, но Half-Life Alyx не будет показан на Game Awards этой ночью. Команда работает над игрой. И да, понятно. Короче, в следующем новом году покажут больше. Ближе к релизу, к марту, я так понимаю, судя по этому сообщению. Вот, забавно. Ну давайте посмотрим. Точнее, я посмотрю, что там есть. Еще интересно, может, какая-то информация пока. 4 минуты идет отсчет. Галенкин в Твиттере ретвитит, короче, Epic Game Store анонс. Но, видимо, какие-то будут анонсы, связанные с эксклюзивами Epic Store. В принципе, все. Ну вот новость, про которую Лолайт ты написал. Что Valve внезапно отменила показ Half-Life Alyx. То есть они заявляли, да? Сори, Галенкин. Как грубо, как грубо. Вдруг он увидит и обидится на тебя и перестанет ТГ продавать в своем магазине. Не боишься после таких заявлений? Что он сделает? Я же говорю, обидится и перестанет ТГ продавать. Они хотя бы, кстати, какой-нибудь ролик выпустили, не просто отсчет, чтобы веселее было. Они же монтировали ролик вроде с прошлыми играми на Game Awards. У них был странно как-то. Украдут еще раз твой украденный ак, а у тебя ак воровали. У меня, я помню, спамили мне почту одно время, что кто-то пытается в мой ак залезть.
Ну и типа, я с этим вроде ничего не мог сделать, и оно потом прекратилось. Уж не знаю, они что-то закрыли свою дыру или что. Но мне периодически тоже спамило на почту, что тут пытается взломать ваш аккаунт. Я когда что-то регал для Fortnite, что ли, Subway или что-то типа того, уж не помню сейчас. Интересно, сколько длиться будет церемония. По сути, это же церемония вручения наград. Еще не только анонс. То есть будут, короче, пердаки гореть сейчас еще. Скорее всего, из-за разных категорий. Я помню, мы что-то разбирали категории, даже голосовали, я свои варианты выдвигал. Точнее, не совсем варианты выдвигал, а выбирал из того, что представлено было. И в том числе, конечно, некоторые варианты выдвигал, но год не особо был урожайным. Такие громкие, крупные проекты. Еще там минута остается. Да, забавно то, что Valve отменили за сутки аж. То есть, по сути, ну, то есть анонс был прям за несколько часов до самой церемонии. Очень странно. Либо Valve такие секретные и поздно об этом заявили самим тем, кто проводит церемонию, либо они специально не говорили об этом, чтобы народ был на хайпе и хотел посмотреть церемонии за вот этот вот Half-Life новый. Скорее всего, и то, и другое. Ой, чихаю. Ради этого я проснулся, в смысле ради этого? Пока еще ничего не произошло. Пока что еще ничего не произошло, ни хорошего, ни плохого, чтобы говорить, ради этого я проснулся. Но обычно всегда, да. Ради таких церемоний всегда потом говоришь, что лучше бы я не просыпался. Вообще, да. Все, поехали. Да, объявляет нам о том, что кого-то может оскорбить некоторые вещи. И всех предупредили. Да, nice. Awards 2019 pre-show. The Game Awards will begin at the top of the Совсем hour поздоровались. featuring musical performances by И Green скоро Day, начнется. Grimes and Churches, and Green Day, brand Grime и new Churches looks at будут Ghost of выступать. Tsushima and Gears Tactics. But while the Ghost of Microsoft Tsushima Theater и fills Gears in behind Tactics me and пока the что. world gets their popcorn ready, we've got 30 minutes of awards, special guests, and world premieres of our own right here in the 30 pre-show, минут. including a brand new trailer for Final Fantasy VII Remake. И новый трейлер Final Fantasy VII Remake. But there is no better way for us to kick off than by handing out our first trophy of the night, and this is a special one. Первый The Game трофей, Awards have a new category который this сегодня year to получится. honor the teams that honor their community. The Best Community Support Award goes to a Лучшая game that поддержка listens, комьюнити. reacts, and responds to Слушает players свое with комьюнити, honest respect and реагирует transparency. The и nominees for прозрачно. Best Community Support are Номинанты. Apex Legends, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy Destiny 14, 2, Fortnite и Rainbow Six. Final Fantasy 14, Я не знаю, здесь, наверное, кто может взять. Fortnite. Fortnite, наверное, скорее всего, возьмет. and Rainbow Six Ну, Siege. либо Destiny. Понятия And не the имею. winner is И это категория, которая насрать вообще. Destiny 2. LOL, Destiny 2. Какая номинация еще раз? Комьюнити. Поддерживаемая игра. Congratulations. Для комьюнити. Он чуть не уронил. This is really an honor. I got to acknowledge Да, the большая people at честь. Bungie who've worked so hard to, support our Мы community, очень starting сильно with our работаем. community team who are on the front lines every day interacting with our fans. Со всеми The core взаимодействием. development team, our operations folks, like everyone up and down just cares so much about this game, and Нас I очень gotta волнует acknowledge all наша the hard игра. work. The only thing И I'd мы add is трудимся. everyone here creates entertainment, and what use is creating entertainment if you don't have awesome fans? So special thanks to our fans. Like,
И спасибо That's фанами. amazing. Well, congratulations again. Thank you so much. Thank you. Поздравляем. А кто это, кстати? Кто-то знает, возможно, вот это вот Huge ведущий? congratulations to Destiny 2 for winning our first ever Best Community Support Award. Это I'm первый sure раз, it's когда no они, coincidence they are also up вручают for эту Best награду. Ongoing Game later tonight. Now, the Game Awards is a show about celebrating all of gaming, more than just the winners. Throughout the night, you'll see unexpected Сегодня additions праздник to игр. games you love, check-ins on Не games только you're те, кто anticipating, and выигрывает. reveals you never saw coming. И Here's the first сегодня of many world premieres. мировая премьера, которая одна из многих, которую вы сегодня вообще увидите, которую никто не видел до этого. О, ну да. Конечно. Чего Ультимат Альянс? Ну это игра по Марвел на Свитче. О, да. Это интересно очень, конечно. Стоит того, да. Блин, она идет у них в 5 фэпсах, чуваки, даже в этом трейлере. Все лагает, пиздец как. Посмотрите на это просто. Что за помойка? Думал, Twitch говнит? Нет, я тоже так подумал. Но менюшки нормально работают. Поэтому... Да уж, ну и World Premiere. Да. In 2018, the Game Awards teamed up with Facebook Gaming to honor global gaming citizens. People from all Да, в areas of прошлом году gaming who они use с the Facebook power of Gaming games to create a positive influence. Tonight, закорешились, I'm joined by one чтобы of the global gaming citizens we met last year who has все a были new позитивными project to show и us. Please дружелюбными. welcome Lual Mayan. Thank you so much. Thank you so much. И... Вот. Приветствуйте, Lual, what да. have you been working on? Yeah, for sure. You know, as someone from Africa На чем and also работаете? as a refugee, I want to thank everybody that Как has been беженец supporting из me Африки. to come up with a game today. Facebook Gaming, Facebook Eisenberg, его and поддерживает. Walt Deng. I've been working on a game that actually put a player in a Он shoes of a работает над refugee. игрой, It's a game that actually talk about где вы journey and являетесь helping people беженцем. to understand the empathy. And this is something Чтобы that люди video game понимали, can be able to do around the world. We can чтобы у be них able to change проявлялась the world эмпатия. and help people around the world and see И как, whatever they're going through playing video game. как люди, So да, it's a через game что that проходят они. put a player in the shoes of Чтобы все могли refugees поиграть and с всего reaching мира. The reality world and what is actually happening on the ground. So I'm really so И да, excited что about the происходит, project. короче. И он очень Incredible. Well, взволнован. let's take a look. Давайте посмотрим. Когда игры на Nintendo, ты же пропустил год. Была Marvel игра. Growing up in a refugee camp, my mother spent 3 years looking for $300 to buy a computer. Для чего мама очень сильно работала, чтобы купить ему компьютер, она рассказывает. Но это, как в прошлом году, история. Вот Facebook заплатил много денег, видимо, чтобы рекламировать. Салам выйдет этим летом. Я не успел посмотреть на каких платформах. Видимо, на планшетах It's so great мобильные to игры. show you games like Salam. We have such a unique opportunity here at the Game Awards to shine our spotlight on Она games очень big горда and показать, small. и у Look нас forward to тут seeing разные some more комьюнити есть. interesting indies later tonight. И This next Game Awards этой category ночью also разные demonstrates инди this kind будут. of diversity in gaming. The nominees represent completely different budgets, У нас nationalities, and genres, разнообразные but вообще, they да. all share one thing. Разные бюджеты, Excellent национальности и Here are жанры the вообще. nominees for Best Score in Music. Лучший Cadence of саундтрек. Hyrule, Cadence of Hyrule, Death Stranding, Death Stranding, Devil May Cry, Kingdom Hearts 3, Sayonara Wild Hearts. Devil May Ну, Cry 5. либо Death Stranding, либо Devil May Cry 5. Kingdom Hearts 3, Да, всем привет, guys, кто подошел. Доброе утро, and доброй ночи. Sayonara Wild Hearts. And the winner is Уж почти. Death Stranding. Death Stranding. А это кто? Wow. What is going on? I don't Здравствуйте. know what to do. I like Что your происходит? colors. Не знаю, что Thank you делать. so much. I like Мне your нравится colors as твой well. наряд. How are you feeling? I've been Чё nervous this whole чувствуешь? week, and I can't Очень believe this is нервничаю. happening right now. I just want to say Это Людвиг. big thanks and Извините, shout out, and субтитры also a закрывают. congratulations to Low Roar, Churches, and Silent Poets for Короче, helping us make благодарить this все группы, soundtrack as versatile которые были as it включены. ended up being.
I'm just super happy to be here, and Он I'm очень super счастлив thankful быть for all здесь. the fans Спасибо who всем фанатам. inspired us to do something super weird, and I hope we can keep on doing weird shit Мы делаем going forward. странные вещи, да. И спасибо, что вдохновляете I нас. think we all hope И that. поддерживаете. Congratulations. Thank you. Поздравления. Поздравления. For the past 2 E3s, there's been one game featured in the PC gaming show that continues to fill our Последние imagination with endless E3 она possibilities. сказала, да? I'm talking, of course, about Man-Eater, the game where you are a killer А, shark игре that eats Man-Eater. people. If you're hungry for more Man-Eater, here's a new world premiere. Новая мировая премьера. Man-Eater. Humans kill 100 million sharks every year. Ну да, Only убивают, и 5 что теперь? humans are killed by sharks. It's time to even the score. А, это ж показывали уже. Да, это Tripwire. Tripwire, насколько я помню, делают... Блин, не ошибиться бы... Не Killing Floor случайно. Либо издают. Explore. Да, вспомнил эту игру. Я уже думал, она там или вышла и успела провалиться, или что. Да, короче, играешь за акулу и ешь людей. Развиваешь все дела. It's shark versus man. Да, акулы против людей. Очень интересно, конечно. Man-Eater. Man-Eater. Ну это... Так, 5-е, 22-е, 20-е. Окей. Наверное, это просто реклама, по сути. Потому что я ничего нового в Stephen трейлере не Curry will увидел. be here tonight to award the best esports player of 2019, but for now, I have the honor of acknowledging the winners киберспортсмен. for some esports categories. For best esports coach, the nominees Лучший are тренер. Adrian, Ну, Hey. это вот у них новая категория, так понимаю, которую ввели в новом году, я не Coma, знаю. Зачем? Soksha, and Zonic. And the winner И is победитель Zonic. Зоник. Зоник СКС, я так понимаю. For best Астралис. esports event, the nominees are the 2019 А, да, даже не Overwatch League вручили. Grand Finals, Лучший киберспортивный турнир. Evo Overwatch Лига. 2019, Ива это файтинги. Fortnite Ну, World Fortnite Cup, понятно. И Ем Катовиц это, видимо, Counter-Strike. IEM Katowice 2019, Лига Легенд, League так of ясно, Legends World International. Championship 2019. International интересно, And мне не the очень понравилось то, International что он в Китае 2019. был. Он как-то плохо освещался. And the winner is League of Legends World Championship 2019. Лига Легенд. Ну, очевидно, да, самый популярный, наверное, по просмотру. For best esports host, the nominees are Лучший ведущий. Shocks, Machine, Шокс, Машина, Редай, Голден Eye. Бой. Golden Boy, Ну, это нам and для Candace. русскоговорящей аудитории не особо тоже And the интересно. winner is У нас свои. Shocks. Я вот этого даже я не And знаю. for best esports team, the nominees are Лучшая команда. Astralis, G2 Esports, OG, San Francisco Shock, and Team Liquid. И что там? And the winner is G2 Esports. G2, это Huge congratulations to all по of the Лиге Легенд у winners. них команды там Now, есть. we'd like to take a moment to say И hi КС and вроде what's как. up to everyone watching the Game Awards live in movie theaters across 50 cities. Поздоровайтесь Where с the Game Awards всеми, are part of a кто special смотрит double feature with в более Jumanji: The 50 Next городах. Level. We're about to take a кинотеатрах. short break, but first, here's a little message from a Небольшой couple of the stars перерыв. of Jumanji: The Next Level. И сообщение о том, кто переносит... What's up, PlayStation? We checked out Да. Dreams and got to see the Реклама, PlayStation короче. versions of ourselves. It Недавно was вышла trippy. игра по We're in фильму. a game. Yeah, no kidding. Especially Они в your игре, face. бла-бла-бла. It was so handsome. Пиздец. Would you look at me? I'm back. No? You can be the judge when you see it for yourself. You shouldn't have paused like that. And we can't wait Вроде till you see типичная, Jumanji. я посмотрел немножко отзывы, читал. Типичная игра по фильму, который сделан, чтобы просто попиарить, по сути. Что-то там эксклюзивную тему можно получить. И тут же Xbox Game Pass нам рекламирует. 5-е Гирсы. Пока что без субтитров обойдемся, я думаю. Они только мешают.
Но они представляют список игр, которые номинированы и которые у них есть в геймпассе, судя по всему. Да, все в одном месте. Но явно не Gears и Cash должны быть флагманом, мне кажется. Какую-то другую игру мы стоит подыскать. Потому что 5-й Gears такие были. Ничего нового. Твит? Че? Ну, это какой-то рофл, видимо. Да, кого-то интересует твит года? Прям так сильно. Welcome back to the Game Awards pre-show. This summer, I had the pleasure of joining Jeff to co-host Gamescom Opening Night Live. And one of the games we revealed that night was Amplitude Studios' Humankind. Here to unveil a new gameplay feature and the first trailer with gameplay, please welcome Jeff Spock. Jeff Spock. Hi, thanks, Cindy. I'm very excited and kind of terrified to be here. I'm here to answer a question we've been hearing constantly since we announced the game this summer. And the question is, who am I playing? Am I playing Этим летом они анонсировали игру. Figure, leader of civilization? Tonight we can announce that you're going to play you. The idea is that you're going to create a highly customizable avatar that will evolve visually as you play the game. So as you make gameplay decisions, as you win achievements, as you select. Я что-то не в курсе, какую игру они там анонсировали, что они делают, если честно. Evolve on the avatar itself, which means that at the end of the game you'll have sort of a record and a trophy of how you changed humankind. Да, и как вы будете изменяться. We have tons of ideas of where the avatar system can go. We're very excited about it. But if I talk about them, the programmers will literally disembowel me when I get home. So in order to avoid that, we put together a trailer. So we have a world premiere, game experience and gameplay trailer to showcase the Humankind avatar system. Первый раз покажут вот эту систему аватаров. Давайте посмотрим. Sega. It all started way back to basics. The good old days. У нас же есть игра про обезьян. Well, back to gathering. We switched from a cold Зачем нам еще одна игра про эволюцию? Perfect spot for my people. At first, it was just a few walls to keep the bears out and the pigs in. But you know how it is. One district led to another and it kind of snowballed. Now the problem was, the neighbors thought the grass was greener on my side of the fence. But we saw them coming from a mile away. All I had to do was give the order. Удивительно, почему я не особо вообще что-то понимал, о чем идет речь, потому что вообще не интересно. Next, losing the high ground. Final mistake, not keeping up in the arms race. But eventually, peace prevailed and we came to an understanding. They surrendered and I let them live. It turns out, we had a lot to learn from them. And together, we became more than the sum of our parts, a unique mix of cultures and beliefs. So yeah, I would say I left my mark on humankind, and I'm just getting started. Да, можно вот такого себя создать в игре. Tell me, what will yours be? Кем ты будешь? Спросили нас. Но учитывая, как игра выглядит, смысл этого аватара сомнительный довольно, если честно. For our next world premiere, this is totally true, by the way. I'm not lying to you. They honestly haven't even told me what it is yet. So I am just as in the dark as all of you right now, and I gotta say, it's pretty exciting. Я тоже сама I really have no clue what to expect right now, знаю. but we're all in this together, so let's all kick back and enjoy this one. Так, давайте-ка порадуемся. Все порадуемся. Все-таки аплодисмент. О-хо-хо. Блять, опять Nintendo Switch. Что это? Тайна третьей планеты? Best friends forever, Fu. Что это? This is goodbye, Fu. Damon, I love you. In 20 years, I will return. Go, Fu. «20 лет спустя».
Это та вот штука эволюционировала, видимо. Apparently, superheroes are popular in this country, so we're gonna jump on that. Fight Mr. Big Shot. What are you? I'm a goddamn superhero. Я, говорит, супергерой. Я даже прочистить не могу. А, goddamn superhero. Это Акира? No More Heroes. А, это No More Heroes 3? Господи, как это... 2020 release. Good luck. Ну, это No More Heroes. Oh my Недавно gosh. сабдей заказаны. Okay, well, so right now we are streaming all over the planet on over 50 different platforms. Throughout the night, Опять we'll be она running говорит, что polls они for много Twitch стримят audience везде, to где. predict categories like esports И на player Твиче and там. ongoing game. So stay tuned for them. Да, If you're on какие-то фичи, TikTok, короче. you may have seen we've been TikTok. celebrating gaming the past Серьезно? week with a special Gaming on TikTok challenge. Ясно. Tonight, TikTok use the им Gaming бабла on отвалил TikTok за рекламу. hashtag to show us how you're celebrating video games' biggest night. Lastly, we're shouting out the most active game Я communities пойду on записывать Reddit in TikTok. 2019. Fortnite BR, League of Legends, and Destiny the game. But now, I И think it's Reddit, time for видимо, тоже. another world premiere. Here's Еще a одна brand new trailer for one of премьера. next year's most anticipated games, Final Fantasy VII Remake. Финалка. Ремейк 7. Look, I'm involved in Вроде обещали новый трейлер какой-то. dangerous things. So keep your distance. What was his name again? Cloud Strife. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Она же будет вроде как выходить эпизодами. Эксклюзивно нас на PS4, если я правильно помню. I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Пока что показывают все то же самое. То, что показывали в первый раз на E3, кажется. Тот же самый завод какой-то. Хотя, может, вся игра из этого состоит. Я не особо шарю. Well, seems this old friend of mine's in a tight spot. A long time ago, I made a promise, so... I'm really glad to have you back, Cloud. Really glad. Понятно. Before I hand the show over to Jeff, I have the privilege of presenting one more game award here in our pre-show. Еще одну Here are the категорию надо nominees представить for сейчас. Best Fighting Game. Лучший файтинг. Dead or Alive 6, Dead or Alive, Jump Force, Mortal Jump Kombat Force. 11, Samurai Showdown и Super Smash Bros. Mortal Kombat 11, Я даже не знаю, что здесь. Ну, Super Smash Samurai Bros, наверное, Showdown. супер популярный. Но именно как файтинг, And- файтинг, Super Smash Bros. Ultimate. а не просто порубиться. And the winner is Super Smash Bros. Ну, Ultimate. да. Super Smash Bros. Congratulations. It's heavy. Тяжелая? Isn't it? Yeah. Yeah. Thank you, Game Awards, and thank you Спасибо, everyone out Game there, Awards. very, very much. И спасибо всем, You know, кто здесь. Super Smash Bros. Ultimate is really more than just a fighting game. Это Даг It's an Боузер. experience that brings people together. It's also a showcase for some of the most famous characters, Лучше представлен. music, Но я не game знаю, worlds in video game history. просто есть же киберспортивные And the fact that файтинги, all я of так this comes понимаю, и together есть, so ну вот, Super Smash seamlessly Bros, and so где просто beautifully is порубиться. really a testament to the dedication, to the hard work, and to the skill of Mr. Sakurai and the development team. This Ну award я is for them. вообще Thank you very, very файтинги much. так поверхностно. На Твиче разве что вижу, наверное. Это у нас As you они can see, популярны. we are Ну now как так? just seconds Чуть-чуть. away from the start of the big show. How excited is everybody?
Да. Как говорится, ведущий заводит толпу. Jeff Keighley is buttoning up his tux, and everyone here Смотришь in самый the популярный live в плане audience киберспорта? seems ready Хорошо, to понял. go. Я просто не говорю, не сильно Yeah, в let's курсе. hear it. It's going to be such a special show. Green Day, Churches, and Grimes Короче, will да, all be performing. супер шоу. There are a bunch of world premieres that are going Обещают to группы. amaze everyone, and I honestly have no idea who is going to win Game of the Year. But И она that's a wrap on понятия our не имеет, кто pre-show. выиграет Game I'm of the Cindy Year. Goodman. Have fun and enjoy the show. The Game Awards Наслаждайтесь starts шоу. right now. Green Day, да, Green Day, Grimes и Churches. Он в 2018 вышел, разве? Ну, видимо, есть какая-то причина, по которой он участвовал, значит. Хардкорные фанаты файтинга под кровать катаются от смеха, а Taken в прошлом году вышел, да? Получается. Разве не в этом? Почему Taken не было? Я видел, короче, кучу клипов и новостей на последнем каком-то анонсе Taken, народ сильно радовался. И был на хайпе как раз. Остальных не знаешь, ну, Churches были представлены, ой, извиняюсь, чуваки, в Death Stranding. Граймс я понятия не имею, кто это такая. Я только знаю, что это женщина Илона Маска. И все, я такой не слушаю. И что, херовый прошлый, да? Окей. Это Churches, я так понимаю. Что будет из Death Stranding? Да. Да. Давайте послушаем. Клевый трек, живое исполнение. Когда она играла в игре, ну, в конце, в титрах, чуваки, то это вообще эта группа Churches, которая была представлена в качестве саундтрека Death Stranding. Но хочу сказать, что они не очень идет вот это исполнение с оркестром. Советую послушать в оригинале, оно поинтереснее там. Уже для лавы поют, в принципе, ну да, неплохо будет.
Да, мне очень понравился этот трек, я его слушал много после прохождения игры. Потому что в основном в Death Stranding все треки такие. Индюшатина. Инди-рок какой-то. Вот этот Low Roar. Там, по-моему, группа есть. Клэп-клэп, да. Диабло. It's not the weapons I don't trust, First Minister. It's the people who use them. Это все, что нам покажут сегодня. I need to fix this. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. I'll be waiting for you on the beach. You are unfit to wear this. Казалось бы, при чем тут Warcraft? Kill every last one of them. I'll keep her real safe. Going dark. We need your help, Dante. И Half-Life, которого не будет. Please welcome your host and the creator of the Game Awards. Да, создатель и ведущий Джефф Килли. Ну, Ninja Seed, смотрю там. Welcome to the Game Awards 2019. I'm Jeff Keighley. It is such an honor to be here. You guys ready to celebrate video games tonight? Да, давайте радоваться видеоиграм. This is the 5th anniversary of the show, and it's so great to have all of you here. We've got so many amazing special guests, Mr. Kojima, Reggie, Mr. Kojima, Reggie, Miyazaki. It's so exciting to have everyone here with us tonight to celebrate games. First of all, let's give it up again for Churches and the Game Awards Orchestra. Wasn't that beautiful? Elden Ring будет, получается. Amazing. You know, tonight, one of the things that really amazes me about this show is how we connect the world around games. And we are live on over 50 platforms around the world. So I want to say hello to everyone here, but also everyone watching around the world. If you're in Europe, I know it's late at night. Thank you for staying up. I think we're going to make it worth your while. We've got a lot of cool surprises for you tonight. So millions of people come together all to celebrate video games. Now, our show tonight, yes, we're going to have awards. Yes, we're going to have a lot of brand new game announcements and surprises for you, so stay tuned for that. Да, We know you like those. And we've also got performances by Green Day. Еще и Green Day у нас будет. Мне, если честно, очень интересно Green Day. So stay tuned. It's been an outstanding year for games. But to kick things off, let's get to our first award. And right now, let's bring out our first presenter. He is a screenwriter and producer known for The Dark Knight and also the co-creator of Westworld. Please welcome Jonathan Nolan. Jonathan Nolan, один из создателей Westworld, сценарист. Good evening. I'm here to present the award for Best Narrative. We talk a lot about narrative in Westworld. Лучший where our guest сценарист. characters choose their own paths with branching storylines that change based on their actions. It's an idea that we invented all by ourselves. Все, да, зависит от реакции. Да, и The это... truth is, in any given year, if someone asks me what the Даже best что она идея, storytelling что она I saw пошутила, that я не year успел was, встретить. my answer as often as not isn't a movie, it's not a show, it's a game. Это не Games фильм, like не Fallout, шоу, это игра. Bioshock, Half-Life, Red Dead Такие игры, Redemption. как Fallout, Bioshock, All Red Dead hugely Redemption. influential on our work, and you can see the echoes of those games in our show. Evan Rachel Wood's И это character отражается в нашем Dolores шоу. has more than a little in common with Elizabeth in Bioshock Infinite. James Marsden's character Teddy was, of course, based on Ну, то есть о James том, как Marsden's создаются character in Sonic персонажи. the Он Hedgehog. упомянул Элизабет в Биошоке, хотя она ей очень сильно не And of course, нравится. I'd be remiss if I failed to mention the debt of honor that Ed Harris's character, the Man in Black, owes to Cuba. So it's И что-то он a про true honor Люди в for me to черном be here сказал. tonight to recognize the amazing, thoughtful, and groundbreaking work in narrative this year. Here are the nominees. И да, номинант, пожалуйста. Where is your son? Plague Tale. Хорошая игра. I'd like to tell you about Control. a dream I had last night. Sam, if we don't all Death come together Stranding. again, humanity will not survive. In the great city, Disco there's a dead Elysium. body behind the hostile cafeteria. Outer Worlds. Если Outer Worlds, конечно, возьмет за лучший сюжет, это будет трэш какой-то. And the winner is Победитель. Disco Elysium. Disco Elysium, ничего себе.
Это кто? Tonight, Disco Elysium always wins the Game Award for Best Role-Playing Game. Ничего себе. Ну все. Их большая команда разработчиков получается. It's absolutely surreal to be here. And, необычно быть здесь. Honestly, makes me really speechless. But I definitely want to thank everyone who believed that this game exists when we first started talking about it, because a lot of people didn't. And I want to thank the industry for welcoming us. It's been absolutely amazing. And of course, I want to thank our fans who really proved that these kinds of narrative games have their space in this industry. And сюжетные игры занимают большое место в индустрии. Они не могли нормальный микрофон поставить. Блин, людям даже не объяснили, куда нужно уходить со сцены. Congratulations, guys. All right, we have such a big show ahead. Now, I wanted to mention right now on Twitch, we've got over 900,000 concurrent viewers watching the show right now, including co-streamers. So, sounds like you guys are excited about what we have going on. And of course, we're live on over 50 platforms. And the fans on Twitch are predicting who will take home the Game Awards tonight. Right now, we've got a poll open with the Twitch extension. Who does the audience think is going to win the best esports player award? You can vote now in a little while. We'll take a look at your predictions. Tonight, we've got more awards, great music, and of course, game premieres. World premieres are a big part of this show. And you guys have a lot of expectations on the internet for things. There are lots of rumors, lots of leaks. Куча слухов, and then sometimes there's surprises that come out of nowhere. И это сюрпризы, которые появляются ниоткуда. Премьера. Что это? Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Давайте предположим, что каждую ночь вы можете видеть сны, которые вы хотите. Within one night to dream 75 years of time. И, короче, много раз видеть сны, судя по всему. За 75 лет. As you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. А что будет, если будет сон, который вы не сможете контролировать, видимо? Разные путешествия. Что? Вы сможете видеть сон или мечту. Ну, сон, видимо, все-таки. Где вы сейчас? Что? Это реклама Xbox нового. Это так будет выглядеть Xbox новый? Чего? Это колонка какая-то? Вы что, серьезно? А почему он так выглядит? Xbox Series X. Что это? Да. Ну да, это новый Xbox, чуваки, походу, раз выйдет на праздники 2020. Пиздец. Ну, что могу сказать, это колонка. And now, he's the head of Xbox. Please welcome Phil Spencer. Да, Фил Спенсер. Или это какая-то просто дополнительная приставка? 3 поколения, 18 лет. Мы делали консоль. Мы видели будущее, где вы играете в игры. Immersive, responsive, and surprising, where you are at the center of your gaming experience. И вы находитесь в центре. Next holiday, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Xbox Series X поведет нас в будущее консольного. Да, самое, короче, лучше, как обычно.
are already hard at work building games for Xbox Series X. Разработчики уже делают игры для Xbox Series X. Our 15 Xbox game studios are developing the largest and most creatively diverse lineup of exclusive games in our history. Tonight, 15, I'm proud to reveal a project early in development from incredibly talented creative team who are no strangers to the Game Awards. What you're about to see was all captured in-engine as being built to take full advantage of Xbox Series X. Для Xbox Series X. Во-первых, название какое-то странное, Series X. И почему она выглядит как колонка? Ninja Theory. О. И что там? Интересно. Hellblade, судя по звукам, чуваки, походу. Пусть судя по шептаниям. Да. Hellblade 2. Блин, мне так не понравился первый Hellblade, честно. Прям вообще. Ой, господи. Жесть. Страшно как. Мне это было сразу ясно. Блин, сейчас будет забавно, если это будет не Hellblade, а просто какой-то там... Это, скорее всего, Hellblade. Какой кошмар. Какие-то гиганты. Сжигание. Это Хель? Или это не она? Я уж просто не могу отличить, они ей столько раз внешность меняли. Сенова сага Hellblade 2. Ну, Hellblade 2, да. И чё, это эксклюзив Xbox? Нет, нигде об этом не сказано. Просто Xbox Series X. Да. Ну такое, я не знаю, может они, конечно, сделают ее клевой вторую часть, но первую часть мне вообще не понравилась. Here at the Game Awards. Now, we just ran a poll on Twitch to see who you think is going to be recognized as the best esports player, and the results are in. The Twitch community picked Faker. Twitch community выбрала Факера. Фейкера. Stephen Curry is here to hand it out. We'll see if you guys called it correctly. And still to come in the show, we've got performances by Green Day and Grimes, more amazing music from the Game Awards Orchestra, special announcements from League of Legends, Fortnite, and Apex Legends. Norman Reedus is here. Reggie's in the house, of course. And we've got a lot more of surprises. That is all coming up. But first, last year we started a new initiative with Facebook to spotlight unique stories about the gaming community around the world. This year we've got 3 new amazing stories about global gaming citizens. I'm so proud to have these in the show, and I just can't wait to share them with you tonight. Here's our first global gaming citizen for 2019. Игровые граждане. I was born as an Afghan refugee, growing up with the fear of, am I going to be able to go to school or not, was always with me. Про беженцев и про людей, видимо, оказавшихся в затруднительной ситуации. Afghanistan is a very traditional country. There is a huge problem here for women accessing education. Рассказывает про то, что в Афганистане много проблем и женщинам тяжело. Code to Inspire is the first computer coding school for girls in Afghanistan. We've developed so far more than 20 games. Our students told me they're very tired of playing games that the men are superheroes, and it's always pretty white men. So I was like, then why you just don't create your own game? Afghan hero girl, when they see the game that they are playing are made by women, that's an empowerment itself. Наверное, для Афганистана это крутая игра. They have a voice, and they should be heard. Кто-то играет вообще на Фейсбуке?
Кто-то вообще зарегистрировал в Фейсбуке, блядь. Кроме Навального. Пиздец. МК. О, реклама. 50% скидка. Покупай. Типа Джокер. Харли Квинн. А к чему это вообще? Джокер is coming. А почему не Джокер из фильма? На хайпе. Это Sinking City? Нет? Что это? Ну это тоже реклама. Этот трек такой заезженный, он где только не был уже. Это реклама PlayStation Pro. Ясно. Типа, если ты купишь Pro, ты будешь плакать. Нахера я купил? Поняли, чуваки? Поняли рекламу? Не покупайте, типа. Иначе будете плакать. Нахуя я ее купил, игр нет. Прошел Death Stranding, играть не во что больше. Да. Ну, блять, Nintendo хуйня, конечно. Да. Oculus Rift. VR подъехал. Зато все веселые. А я, вот чё я злой? У меня Nintendo нет свитча, понимаете? Вот я и злой. Да. Наверное, стоит ему только появиться с этим набором игр, и я сразу добрым стану. Новый режим какой-то для контрола. Expeditions. Это просто миссии выполнять на зачистку локаций, что ли? Экспедиция. Да, понятно. Миссии на время, на зачистку. Бесплатный апдейт, кстати, для всех обладателей Control. Доступно прямо сейчас. Клёв? Бесплатный апдейт, это хорошо. Чё? Что-то вышло. Я проходил, да? Я проходил Control, мне понравился. Какой-то чемпион по NBA. Не знаю, не интересуюсь. НБА. Чё, как? Это, бля. As some of you may know, I had my own gaming-related injury recently. Я что-то, да, тут руку себе повредил, бля. Я там что, кнопки нажимал, да. You know, 2K is no joke, so. Once again, esports is the fastest growing sport on the planet. And still breaking records with massive multi-million-dollar prize pools, and the award for best esports player recognizes both outstanding play, regardless of the game, and also good sportsmanship. So here are the nominees. У него, кстати, этот, я даже не знаю, как это называется. Team Solomid, по-моему. Рекорд по 3-очковым броскам за сезон поставил. Ну, я говорю, я вообще не интересуюсь. Так что для меня это... никто. Да я думаю, для большинства комьюнити. О, Simple опаздывает показывает часто на Твиче. Он любит ругаться нехорошими словами. And the Game Award for best esports player goes to Booga.
Кто? Буга? Я не знаю, кто это такой. Бургер, наверное. Как я? Не, я такими словами не ругаюсь, конечно. Так, в какой категории, чуваки? Кто внимательно смотрел за этим? Лучший киберспортсмен. Wow. Во что он играет? Thank you guys so much. Спасибо большое. Best way to end off my year, honestly. Thank you all to my fans, my family, не, я в курсе, что это лучший киберспортсмен, а в какую игру играет? And most importantly, Epic Games for making any of this Epic Games, possible. Fortnite, походу. And I'm so glad to be a part of this community, and I can't wait to see what Нам the future показывают holds. ниндзя Thank you guys so зачем-то. much. Как будто он киберспортсмен. Очень сказал всем спасибо. Мировой пример. PlayStation. Gearbox. Написано было, что in-game footage. Tenderplay Games, не знаю, кто это. И Sony. On your feet, old blood. Not dead. Yet. 1,000-year war. Just to start the apocalypse. Beautiful, deadly, right in our way. That's about right. RPG какая-то. No storm can stop us. Что это? Godfall выйдет в 2020. PlayStation 5. О, это первая игра, которую анонсировали на PS5, да, я так понимаю, гайс? Нихуя себе. Вроде пока еще не было ни одной. Вот так вот. Вот так. Стартовая линейка. Oh, you noticed that, yeah. Да, заметили. PlayStation 5. All right, this show's on fire. I'm here with Keith Lee, the CEO of Counterplay, and Steve Gibson, the president of Gearbox Publishing. Guys, brand new announcement, brand new IP, new game. Новая IP, what новая is игра. Godfall? Godfall is a brand new IP set in a brand new fantasy universe filled with heroic knights and mysterious magic. We call it a looter slasher. Looter slasher. Tell us a bit about how is this going to play. So we're here to reinvent combat for loot-driven action RPGs. We'll have third-person real-time melee combat as you hunt for awesome loot. You can also play the game in solo as well as in co-op. Можете как в соло, так и в кооперативе. It looks absolutely incredible. That was all in engine. You know, you can see the game that we're going to get to play there. Все было в Steve, you know, from Gearbox's point of view, you guys nominated tonight, obviously Borderlands. Congrats on that. But how do you guys сегодня номинированы Gearbox на Borderlands? Oh man, you know we love our co-op and our gear at Gearbox. So here we are, man. When Keith showed us Godfall. It was so amazing to us. We had to call our friends over at Sony, our friends over at Epic, say, hey, help us make this work on your technology and your hardware. Keith, we're going to do everything we can for you, man. And we're excited. We're so excited to announce this is launched exclusively on the PlayStation 5 and Epic Games Store this holiday. Будет стартом на PS5, я так понимаю. PlayStation 5 games. What's going on? All right, this is потом, amazing. видимо, выйдет на остальных Congratulations. It платформах. looks absolutely incredible. I'm sure we'll see more next year. Что сказал Exclusive Launch. Awesome. All right, congrats on the announcement. Awesome, guys. All right. Well, we'd like to welcome we'd like to recognize some other of our winners tonight. So in the category of Best Audio Design for Best In-Game Audio and Sound Design, those nominees are Call of Duty Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gears 5, Resident Evil 2 и Sekiro. Ну, в Sekiro прикольные мечи звенели. В Резике было крипово. Death Stranding, в принципе, тоже, да. Так. Я даже не знаю, как. Колда, серьезно? Пиздец. Лучшая стратегия. Those nominees are Age of Wonders Planetfall, Anno 1800, Fire Emblem Three Houses. Ни во что из этого не играл.
Total War, Three Kingdoms, Tropico 6, and Wargroove. Вроде в стратегии более-менее все хорошо. Goes to Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem. Так да, там нет такого, что... Какие-то есть прям плохие игры. Такая категория, разве Fire Emblem на ПК, не на свитче? Лучший создатель контента. Dr. Lupo, Ewok, Graf, and Shroud. И кто? And the Game Award goes Shroud? Я не знаю. Shroud. Ну да, кстати, угадал, смотрите. А чё, Шрот не пришел? На миксере, видимо, стрим. World premieres and announcements to start off the show, and we've talked about Xbox, we've talked about PlayStation. Говорили об Xbox и PlayStation. Platform we probably should talk about now. We have another world premiere, brand new game announcement that I don't think you guys are expecting, but we're really excited to share it with you here on the Game Awards. Ну, может, вы не ожидали, но давайте посмотрим. Блять, Nintendo Switch, Square Enix. It is time to choose. Accept your fate and await oblivion. Or make a stand and fight for survival. Step into the light, young hero. Be brave. Тима-сана. Ну, это какая-то очередная JRPG, судя по всему. В ручной рисовке. Ну как в ручной рисовке, ну вы поняли. Декорации. Наверное, я не знаю. Может, это не JRPG. Но пахнет JRPG. Да, JRPG. С этими чибиками, блять. Bravely Default 2. Ну, то есть это еще и не новая игра даже совсем. All right now I'm joined by my fellow Canadian, Rebecca Ford, Live Operations and Community Director at Digital Extremes. Digital Canada Extremes, for Rebecca, for both. Community. All right, Rebecca, welcome to the Game Awards. You've been up here before. Warframe. Tell us what's the latest on Warframe. You know, we've been making this game for 7 years, and each year we update it with the Space Ninja flair, but we think it's time to go Space Pirate, and this whole Empyrean thing is what our community wants to know about. 7 лет yes, I know, you guys have teased that. What can you tell us about it? When's it going to come out? Well, we were thinking on PC we would launch it right now. Oh, okay, here we go. Что-то там на PC уже вышло. All right, that's fantastic. And people will be able to get their hands on it tonight. Anything else that we should be keeping in mind? Yeah, our PlayStation 4 and Xbox One Tenno have the Rising Tide update, which means they are now preparing for Empyrean. Nintendo Switch will come soon, and it's really just, if you've been following Warframe's story, there's a lot to find in this update. So, why not launch it on PC? Ну, это, блядь, очередная реклама, судя по всему, потому что... Кому интересен Warframe? Let's take a look. Empyrean, Warframe. Пиздец. Сок бабла интересно заплатили. Мне нравится a new way to play. Что, теперь можно летать на кораблях, типа в Warframe? Который проверит ваш господи, крю, экипаж, окей, скажем так, вашу команду. Да, это теперь if онлайн, я не знаю. Теперь можно, видимо, завоевывать чужие корабли, я не знаю. Warframe Empyrean. Tonight we're happy to welcome Samsung as a new partner of the Game Awards, and throughout the night you'll be hearing from my fellow Canadian, lots of Canadians tonight, Linus Tech Tips about Samsung's QLED TVs, which are optimized for the best gaming experience. Take a look.
I'm Linus from Linus Tech Tips, and I'll be talking about some of the ways living room gaming is better than ever. When I was a kid, my first gaming TV was about this big. And had a VHS player built into it. With a Samsung QLED TV, not only can you see more than ever before, but at 4K resolution with sizes of up to 82 inches, the image clarity is unbelievable. And with Samsung's 10-year burn-in guarantee, you can game without worry. My name is Soleil. Many people know me as Ewok. I am deaf and I play Fortnite. And I'm 14. Играет Fortnite. I was just a streamer with a very small following. Не знаю, кто In это. the past 14 Ни разу не видел. months, everything's really taken off and it's been absolutely incredible. I mean, I've become the first woman in FaZe Clan. Развивает игру Warframe-то? Ну да, но это же просто реклама, очевидно, была. Many more females playing and considered at an equal level, and I really want to see that explode in the gaming world. I think that would be really nice. Видимо, он их спонсирует. Here with me now is Daniel Ketchum. He's the Senior Art Director for Magic the Gathering. Dan, welcome to the Game Awards. Thank you. Happy to be here. You're on brand. What's Magic the next? Gathering. Well, Jeff, I'm excited to tell you that in January, Magic will be returning to one of our most beloved worlds. So the last time we went to Theros, a world of gods, myths, and monsters, we saw our hero, Elspeth Tyrell, my favorite planeswalker, betrayed by the gods and banished to walk the underworld. But now our hero is ready to defy death and escape her fate. And I'm here to give you a sneak peek at what's in store for her. Now with music by Ramin Djawadi, this is the trailer for Theros Beyond Death. All right, check it out. Thanks so much. Вау. Трейлер. Без последних трусов останешься, в мотыгу будешь играть. Блин. А чё, зачем они это показывают? Это карточная игра. Тут картонки кидаешь, зачем CGI-ный ролик? Причем такой CGI для 2019 года. Паршивенький. Ну да, что-то прям совсем тухловат. Помните какую-то карточную игру стратегию анонсили карты мобов в сумме? Нет. О, Death Stranding. Пошел. Ну что, F? Theros Beyond Death, Escape Your Fate. И вот как игра на самом деле выглядит, да? Играйте этими картами прямо сейчас, рекламируют нам. Но нет, мы не будем. All right, the new game announcements just keep rolling here at the Game Awards. Eventually we'll get some games you already know about, but let's keep going with things you haven't seen before. Here's another world premiere. Еще одна премьера. Ха. Что это? Чё? Я звук включил случайно? Блять. Что
Что произошло? Я субтитры вырубил. Ой, блядь, как она заебала. Пиздец. Меня так раздражает эта персона. Если честно. Все эти новости про ее, каждый пук из Твиттера. Пиздец. Прям бесит. Бля, походу я зря субтитры вырубил, чуваки. Ничего не понимаю. Great art sparks joy in our brains and helps us to change the way we think. Because sometimes we need to change it to survive. This year, I had a big change in my life, and it's been a crazy year. Вы меня извините, но, блять. Ну, это вот все, что она может. But I'm alive. Was it a crazy year for you? Я не понимаю даже, что она говорит. Серьезно. You are not alone because I'm here. And we have great games with great art. Коствайра не делал. Не, она ушла из этой компании. Best art direction are Best Art Direction, да. Если это закончилось, господи. Ужас просто. Не переношу вот этого персонажа, блять. Не понимаю хайпа и чем он нравится. Ни слова не понятно, вот только вот кривляться умеет и все. Прям вот, не знаю. Ну, это спонсированный Samsung, понятно. Категория. As you know, I am a fortune teller. I can see Mieta. Чего? Ничего вообще не понимаю. And the winner is Победитель Control. Ну, первая номинация для Remedy. Неплохо. Правда, где Сэм Лейк? Я не понял. Видимо, остался в Финляндии. Wow. This is incredible. I'm trying to avoid any explicit language right now. Да, пытаюсь не ругаться сейчас. I think the big thank you goes to the art director, Janne Pulkkinen. He is an amazing person. He's worked at Remedy for a long while, and he had this crystal clear vision of what he wanted to achieve with Control. У него есть собственное видение, что он хотел увидеть в Контроле. Amazing things together with his team. Also have the thanks to McDonald, who is the well-designed director, Mounty Plum, who handled the characters, and all the creepy monsters that existed in this game. Всех монстров, которые в игре. A better group of artists and talented creative people to work with. And this is thanks to you guys. Thank you so much. Замечательных людей, с которыми я работал. Спасибо большое всем. Control прикольная игра, да. Это кто? All right, congratulations to the guys at Remedy. We've got lots more words coming up. But right now, I'm here with Donald Mustard, Worldwide Creative Director for Epic Games. Donald, welcome back to the Daily. It's a yearly thing, I feel like. We always get to hang out. It's fun. Well, you guys have built quite a franchise in Fortnite, and the last couple of years have just been so crazy for you guys. But what I love is that you're constantly innovating with this game. That's what we're trying to know. It's you know, I think we're all just trying to make stuff that we think is fun, that we think is cool. And you never quite expect something to take off the way that Fortnite did, right? But once that momentum happened, we're just like, man, how do we we gotta lean in, and how do we find ways to really just push the idea of what a persistent,
virtual place can be. And so that's why even this year... Постоянно, не знаю, последний год я сколько не читал, ни одно обновление людям не нравилось. Ну, кроме вот последнего, я не знаю, про последнее не читал. Где они там что-то все стерли, обновили. 4 DLC для Control еще будет. Но вот одно бесплатное и одно платное, я так понимаю, 26 марта. Pales in comparison to what's about Стилист to happen дома, this потому что у него волос не осталось, yeah, вот он пытается как-то компенсировать это. On Saturday, you guys probably have seen teasing a little bit about something that's happening at Risky Reels, tied to Star Wars. Yeah, Rise of Skywalker. Ну, у них там какой-то кроссовер со Star Wars. What can you tell us about it? You know, I probably can't tell you much, but I have a friend who can. Okay, let's take a look. Thanks, Donald. Hey, everyone, it's J.J. Abrams, director of The Rise of Skywalker. Join me in Fortnite on Saturday for an exclusive look at the movie. To see the whole thing, you got to be in the game, so I'll see you in Fortnite on Saturday. Thanks. Увидимся в Fortnite, говорит. Fortnite, Звездные войны, вау. This is so cool, and I think, you know, some people online have said, like, oh, you're just running a clip or whatever, and I don't know how much you want to reveal, but you and I have been talking all year about, you know, building a live experience around this. I'm excited. I'm going to get to actually be in the game as well, kind of interacting with JJ. I don't know how much you want to tell us about it, but it's going to be a live participatory experience, right? I think it's going to be like something that no one's ever seen before, ever. I mean, JJ and Jeff, we're going to be live. Sure. Yes. That's the glider we're going to get, I think. There's also going to be that. Exactly. Wait, so hold on. Глайдер какой-то там будет. That's what happens. That's what happens when you do it live, right? So you never know. There's an attack happening. Everyone who shows up, like as you drop out of the battle bus, you're all gonna pop those out. Like everyone that shows up is gonna get tie whisperers. Очень слишком много уделено Fortnite, я считаю. Я понимаю об этом. Какой-то новый Fortnite они анонсировали еще. Ну, блять. I've seen it many times. It's very, very good. Видимо, много денег отвалили. And then some other crazy stuff is going to happen, and you should come. Yeah, no, I'm really excited about sort of what this means, I think, for sort of programming inside of games, shared experiences like the Game Awards, people all coming together watching this, but this is inside the game world. I'm really excited about what is going to happen on Saturday. So right from the Game Awards to that. But before then, I know you've got some other some cool things that people can pick up in Fortnite. We do. So there's one more thing. Yes. So right now, you can go to Fortnite, and these are now available in the game. These are some of my favorite characters of all time: Rey and Finn, and the awesome new Sith Trooper. And they're in the game Герои Звездных Войн. You can go get it. Get it loaded up for Saturday. Как интересно. Amazing. Well, I gotta say, we are really excited about what you guys have put together with you, Lucas and Disney, to have this come together this week. I know these things are never easy to pull off, but yeah, I'm really excited about what it's going to be. So Saturday, 2 p.m. Eastern, and it's live. Like we're doing it live. Чувак, ты же сам сказал, что в Европе just like this. I was going to say, we'll be there, and there'll probably be TIE Fighters. There'll be other crazy things going on. Donald, thanks as always for coming by the Game Awards. Good luck. I know you guys are up for a bunch of awards tonight as well. And we've got much more Game Awards coming up. Thank you. Donald Mustard. Later. Thanks, everybody. All right, well, we've got a lot of brand new game announcements tonight. And this next one comes from a team up in my home country of Canada. I keep mentioning Canada, but this is a game that I think you'll be surprised by. And I saw it and I said, hey, this would be a cool thing to announce at the Game Awards. So check it out. Думаю, вы удивитесь. Я подумал, да, будет прикольно показать на Game Awards. Вертолет и спецназ. Что бы это могло быть? Fight. Demons. И? Топорик какой-то. Это девушка была? Лол. Что? Что происходит? Ёб твою мать. Окей. Ёб твою мать.
Страшно, вырубай. Так. Ну, это кооперативный, я так понимаю. Какая-то игра. Сыны леса. Sons of Forest. Нет, чуваки, это не Forest 2, это Сыны леса. Это как сын собаки, только сын леса. Sons of the Forest. We got some cool stuff tonight. All right. Well, one of the most played games in the world is League of Legends. And tonight, we're happy to have Riot and its new Riot Forge division with us to reveal their first single-player experience for the franchise. Single-player. Take a look at this. По Лиге Легенд. Лол, что? Да все, пора играть в Лигу Легенд. My king. Long have you waited. We are debated. The time has come. Пришло время. For your revenge. Для мести. Для короля какого-то. A heroine. Across all Runeterra. Runeterra это что у нас? Это шашки, что ли, или что? Или это картонки? Runeterra, по-моему. Ruined King, League Legends Story. Разработки для консолей и ПК. Нет, это, видимо, какая-то сюжетная штука, в которой ни хера не понятно. Ruined King, Airship Syndicate. I'm here with Joe Mad. Joe, you guys have made some amazing games over the years. First of all, congratulations on working with Riot. To reveal you guys making the first game, what it is. Tell us more about what we just saw in that teaser. Игру. Yeah, so I'm so excited we can finally talk about this. I was sure I would leak it before now, but we are doing the first ever Riot Forge game. And as you saw, it is the Ruined King, a League of Legends story. Yeah. We're basically building on our experience making Battle Chasers and Darksiders to create a story-driven, turn-based RPG. We have a new take on turn-based combat that's really cool. Darksiders, obviously, the art and visuals that our studio is known for. And the story takes place after Burning Tides. So everyone believes Gangplank is dead. Bilgewater is in chaos, and you'll actually play as some League champions and explore Bilgewater, the Shadow Isles, and we have a lot of other surprises as well. And Poros, they're mandatory apparently. All right, well, it sounds like this is something you've been working on for a little while too, right? We have, yes, and I can't say anymore. Okay, that's all you're allowed to say. All right, well, it's so exciting to have Riot with us here at the Game Awards for the first time. Joe, you guys, the games so far are amazing, and it's just an honor to be here. Awesome. Well, thanks so much for announcing with us. It means the world to us, and I know all the League of Legends fans around the entire world who are tuned in tonight. So, Joe, congratulations. I can't wait to hear what you guys think. You'll be on the social medias right now. I will. I'm good right now. Thank you very much, Joe Mack. Thank you. Great announcement. League of Legends. Fantastic. League of Legends. Wow. When we come back, a performance by Grimes, the award for Best Action Game with Norman Reedus, and a special announcement from an Apex legend. Скоро экшен гейм и Норман Ридус будет. Если что, Норман Ридус расскажет. This is the Game Awards. Don't go anywhere. Так, что, реклама? Никуда, говорит, не уходите и посмотрите, люди, они уходят. Нечестно. Ой, прошу прощения. Ой, господи. Пока самый такой анонс получается, это игра, которая выйдет на PS5. We've been here training for weeks. Don't take this the wrong way or nothing, but you guys just aren't really Birds of Prey material. No offense. But I love you. Of course you do, Schnookums. Now quit messing around. Let's give these people what they want. Ladies, if you want boys to respect you, you have to show them that you're serious. Через таким же будет говном, как этот фильм про этих злодеев был.
Что-то попахивает, что да. Как этот фильм назывался? Там еще Джокер был. Новый этот. Говёный. Блять, судя по всему, это еще клоунад какая-то. Что за пиздец? Отряд самоубийц, точно. Такая говнина, пиздец. Реклама PlayStation VR. Это Doom в VR. Там что-то недавно выходило, я видел. Или мне показалось. Или они опять просто рекламируют Doom, потому что они перенесли его. Да, Doom Eternal. Да, просто реклама. We heard you may want to quit vaping. Блять, что? We can't help you. We can barely hold these protest signs. But we can tell you about This Is Quitting, an easy text to quit service. It's the least and most we can do. Для тех, кто хочет бросить вейп? Лол, серьезно? У людей есть проблемы с этим, и им нужна помощь? Плактейл. Да, кто не играл, кстати, советую. Очень хороший игра. И история, интересные персонажи. Ну, главный герой. Мне очень понравилось. Я озвучено клево. Что Амиция, что Шкалец. Какие уебанские твиты, кстати. Пиздец. Да. Welcome back to the Game Awards. All right, music is a big part of games, and Cyberpunk 2077 is one of the most anticipated games coming out next year. Hello to everyone at CD Projekt Red. They're over in Poland and working hard to finish the game. But right now, we've got a behind-the-scenes look at the soundtrack to Cyberpunk 2077. По поводу работы над саундтреком. Even in the dystopian future, hard rap lives on. We want to provide you with the soundtrack to fucking shit up. I mean, we're not here as Refuse, we're here as Samurai. It's a very interesting thing to be part of. We really work on the songs, trying to make them as good as possible. I think my music fits with my city because both are scary and pretty. Типа, а вот почему Граймс выступает здесь. Потому что ее трек будет в Киберпанке. Я никого из этих исполнителей сейчас не знаю, не слышал даже. Это, видимо, какие-то зумерские исполнители. А сапроки, ты чё? Не слушаю чуваки такую музыку. Не, ну типа я слышал, но не слушаю. Говоришь, Граймс слышал, да, про это ты слышал, но не слушал. Даже не знаю, в каком жанре они исполняют музыку. Понятно, что на слуху некоторые. Так, это, видимо, Граймс как раз-таки. Потому что ее заявляли, это вряд ли Green Day. Хотя я не удивлюсь, 2019 год. Мы, так сказать, живем в будущем. Хоть послушаю Граймс впервые. Ни одного трека не слышал. До сих пор настолько неинтересно. Кроме того, что это вроде как женщина Илона Маска. Блять, какой пиздец. Бля. Что за хуйня? Она вообще поет?
Или это обработанный голос просто? Churches вживую пели. Что после дома было? Да ничего не было. Реклама вот Киберпанка и то, что они музыку делают. Она уже рассталась с Маском, понять не имею. Понять не имею. Это хуйня, если честно. Прям вот могу, прям вот так сказать. Настоящий голос хоть что там есть, да вряд ли. Прям не супер обработанная же тема. Причем я не удивлюсь, если это не лайв-шоу, хотя, может быть, лайв. Че по Киберпанку показали? Да ничего не показали, вот это все то, что показывают. Ну и Кал, да. Может, Green Day порадует хотя бы. Старички. Да вот, да, вот она поет. Пока что больше ничего не показывает. Да, показали исполнителей, которые, видимо, работают над... Или песни которых будут включены в Киберпанк. Хотя, учитывая, что там до 2077 год, всех этих исполнителей уже не будет к этому времени. Илона Маска показали. Здрасте. And now, Mr. he's Musk. the star of The Walking Dead and a Best Performance nominee tonight for his role as Sam Porter Bridges in Death Stranding. Норман Ридус. Norman Reedus. Здравствуйте. Здравствуйте. Мистер Ридус. А это кто? Его жена? Hi. All right, it's time to present the award for Best Action Game. Пора представить лучшие экшен-игры. Wildly different. Some new franchises, some beloved sequels, all with their Некоторые own сиквелы, unique новые adversaries франчайзы, and и все objectives. они But разные. the one thing that they have in common is that they set the bar for lively combat and thrills. Ну, короче, All right, да. ready? All right, Супер крутые, да. All right, here's the nominees. Куча экшен всего. Best Action Game. Блять, Apex Legends. Ну, серьезно? Hostile Chain. Call of Duty. Пиздец. Во, Devil May Cry должна брать. Чесноку. Gears 5. Metro Exodus. Это сейчас разрыв жопы будет, чувствую. This is heavy. And the winner is Devil May Cry 5. Найс. Кайф. Я уж честно волновался, да, когда увидел колду. Игра годная, да. Thank you so much. Спасибо большое. Что-то по-японски. デビルメイクライ5に携わってもらったすべてのスタッフの皆さん、感謝します。そして11年間待ってくれたデビルメイクライシリーズのファンの皆さん、ありがとうございます。Thank you so much for all the fans who've been supporting us, and thank you so much for waiting 11 years. Спасибо, что ждали 11 лет сиквела. 12. 浮気せずにまっすぐにアクションゲームを作ってきて本当に良かったと思ってます。Чуть не услышал. Just really happy to stick with my roots and trying to make as pure of an action game as possible. Да, мы все придерживаемся корней и продолжаем делать экшен-игры. DMC вернулся. Кайф. Это хорошо, то, что им дали статуэтку.
Да и Норман Ридс. Congrats to the DMC guys. All right, I'm now joined by Jeff Adam, the studio lead and founder of Took Games from Canada. I don't know how it all works out that way, but a lot of Grimes, Canadian, Jeff. All right, anyways, tell us what you've been working on up at Took. Thanks, Jeff. I'm super excited to be here with the world premiere of the game we've been working on up in Montreal. Salut tout le monde. When we started working on this game, we had the idea to put action back in action RPG. And what better place than in Dungeons and Dragons? Forgotten Realms, Icewind Dale. Slay together with your friends. I'm super pleased to announce Dungeons and Dragons Dark Alliance. D&D Dark Alliance. Господи. Что-то слишком нёрдское, по-моему. Бля, смешная камера какая-то. Да, ну и Родск играет, да, для задротов. А и как игра выглядит сама? Я уверен, что даже близко не так. Метал, да. Но в такое, я думаю, играют крупные дядьки с длинными волосами. Dark Alliance. Осенью 20-го года. All right, up next is the award for the absolute best. Чё? Ой, бля, Apex Legends. Of the year. Wow, I was a little pitchy on that one. I should keep practicing. Looks like it's Mirage, everybody. What's up, Mirage? Hey, Keely, my man. What's going on? Mirage. Well, we're kind of in the middle of the Game Awards right now, but yep. What's going on with you, man? Oh, is that tonight? Tell me. Did they already win for best all-around competitor in a battle royale based on skills, but mostly good looks? That is such a specific award, and as I told you on Twitter, does not exist. I'm sorry, Mirage. Okay, I see what you're doing, keeping the mystery alive for the audience. I get it, it's a secret award I get later. Wink. It's not like I haven't been practicing my acceptance speech. Wow, these things are really heavy. I'd like to thank my mother for my exceptional good looks. And Mirage, we have a show, we've got lots of announcements to get to. Is there a purpose of today's call? Oh, right. Well, I know everybody's always asking for more Mirage content because, obviously, and I think I speak for everyone when I say we've all had enough. Короче, строится на том, что он такой черствый чувак, и он очень любит себя. And Keely, check this out. This is so cool. Watch. Все шуточки. I'm a captain. The captain of what exactly? The Mirage Voyage. Oh yeah, it's my big Hollow Day bash. You get it? Hollow days because and I do holograms. And anyway, can I put you down for a +1? Fine. When does it start, Mirage? Oh, that's the best part. This party, wait for it, starts right now. Oh yeah. Пиздец. Блин, что нахуй. Oh, hey, and I've got presents for everyone at the awards and all you beautiful people watching at home. Join me at the party and you all get this free, exclusive legendary skin of my matching G7. Sexy, huh? And the gun doesn't look bad either. Реклама. Yeah, extremely generous of you, Mirage. Thank you for that. What can I say, Jeff? I am a giver. All right, well, listen up. We do have a show to get back to, so thanks, Mirage. Okay, best buddy. Can't wait to see you and everybody else at the biggest celebration in the Outlands. It's party time. Когда уже Elden Ring? Потому что Миядзаки, раз там присутствует, значит не просто так. Блять, опять? Вы что, серьезно? Да вы заебали. Почему игра выглядит как говно, кстати? Что-то прям совсем... Что-то плохо. Не факт, что будет, в смысле не будет. Как-нибудь будет? Должно быть. Иначе что такое?
А так всегда выглядело? Да что-то как будто получше было как-то. Да это просто из-за вот этого новогоднего стиля. Я пробовал, не, я только обучение, короче, прошел и так ни одного матча не сыграл. Даже когда супер хайп был. Что-то мне настолько неинтересно было, пиздец. С этим батл роялем. Так, World Premiere. Up next, Dr. Bunsen, Honeydew, and Beaker present Games for Impact. Plus, Reggie is here, and he's ready. And later, a brand new look at Ghost of Tsushima. It's all coming up on the Game Awards. Так не говорите, что опять реклама сейчас будет. Это вы издеваетесь. Только что вот вам рекламное говно впихнули. Пиздец. Ну, спасибо. Что-то мобильная игра какая-то. Чтобы оно так не было, много или путы. Нет, ну как там были рекламные блоки, а здесь рекламные блоки встроены теперь в саму номинацию. Фу ты, в саму конференцию, или как это правильно назвать? А, ну да, Apple Arcade. There you go, Apple Arcade at the Game Awards for the first time, Ultimate Rivals. All right, we have so much more show coming up. We've got Green Day coming up, but right now we've got a world premiere from Xbox and Moon Studios. Here's a brand new look at Ori, the Will of Wisps. О, Ори, когда оно уже выйдет? Сколько можно ждать? Уже конец года, оно так не вышло. Ори, Will of Wisp. Ее, сука, показывают, и постоянно как будто то ли переносят, то ли не называют дату. Сейчас, прикиньте, такие, доступно сегодня уже. Все. Играйте по Xbox Game Pass, а? Блять, нет. В марте выйдет. Не скоро. А, ну да, в Game Pass. Только не сегодня. От первого бы не отличил, ну так есть, да. Ну потому что первая супер красивая была. And spend lots of time studying, you know, galactic evolution or urban planning or psychology, whatever it is. And then I just kind of turn that into a toy, into a game. Part of my job is just enjoying exploring the world and letting my interests take me wherever they go. And there are not too many jobs that I think let you do that. Опять реклама. When it comes to upping your competition level, there's no doubt that more frames per second makes a measurable difference. That's why Samsung's latest QLED TVs feature native support for games running at up to 120 frames per second with very low input lag, and this sweet auto game mode that detects when you're gaming and turns off any extra image processing. They've even got AMD FreeSync for smoother animations when the frame rate dips. Не, это всегда была много рекламы, на самом деле. Постоянно все люди жалуются, реклама. We did our thing, we had some experiences, and when we came back, when we got off that plane, before we can even embrace our loved ones, our fire team leader says, do not tell anybody what happened to you. Опять Facebook. Or what you saw, or what you experienced. Overwatch program. That starts the stigma of mental health. Stack Up is a military charity supporting U.S. and allied veterans' mental health through gaming. Overwatch is our newest program, and it is simply having a chat client up. Somebody comes in and says they need to talk or they're interested to get into a game. We have somebody available for them. They may not want to come out there and see a counselor for an hour, you know, once a week,
but they may come out there and play a video game and start talking about their experiences of war or the struggles that they're having right now. Что думаю по игре года? Но я думаю, Death Stranding. Of mental health. Да, это опять Facebook. Что? Muppet Labs. In the history of gaming and just about everything else. From Muppet Что Labs, нахуй? Dr. Bunsen Honeydew and Beaker. Резик, да не, Резик ремейк, вряд ли. Thank you. Greetings, fellow gaming enthusiasts. Ой, It's пиздец. great to be here at the Game Awards. I am Dr. Bunsen Honeydew, and this is my assistant Beaker. Beaky, where did you go? Oh, I guess he's stuck in the lobby. Nothing? Oh, well. Я просто хочу посмотреть, что там. In just a few moments, we'll reveal the winner of Games for Impact. But first, I was Resident Sleeper, очевидно. Oh, here's Beaky now. Oh, good to see you. I forgot we have a basement. Beaky, I'm so glad you're here wearing VR goggles to demonstrate our brand new game. Yes. As you can see, Beaker is wearing Muppet Labs Я не знаю, proprietary ну то есть на кого next generation technology VR super gluey goggles. You can put them on, детей? but you can't get them off. Так, рестарт, ну что там пролаг какой-то был. A Muppet Labs game. Oh, Beaker, Beaker. I forgot the. What are we calling it? Of course. The Untitled Beaker game. Ну, люди в зале смеются, я Excellent ничего. choice. Let the game begin. Блять. Но это игра про гуся, и теперь типа можно играть вот за этого чувака. Но это, я так понимаю, тоже такая реклама, типа, потому что... Блять, да что за хуйня? Начались лаги, чуваки. Ладно, хоть не на чем-то серьезном. Блять, Норман Ридс такой, что нахуй? Скотзима, кстати, рядом сидит. Here are the nominees for Games for Impact, recognizing socially conscious and progressive games in industry. Лучший внос Roll the nominees. В индустрии. Games for Impact. Что это? А, Грис. Грис клевый, кстати. Понятия не имею, не играл. Life is Strange, бля. Как раз прошли недавно. Sea of Solitude. Это вроде игра эксклюзив Origin. За Грис, да, Грис клевый. Заебали. What are you doing outside the game? You just please, hey! А, это типа гусь. Beaker, get him, Beaker! Гусь своровал. That's me, Beaker! Where did he go? Where is he? Oh, get him, he's behind you! There, okay. You've got him under control? All right. Okay. Thank you, Beaker. Would you please hold his beak shut. Hold his beaker, that's it. Get him. Good. Sorry about that, folks. The award for Games for... Have you got it? Goose? Stop it. All right. The award for Games for Impact goes to... No, not geese. Grease! Грис. Ну, это, наверное, самый достойный представитель был из всех. Игра супер красивая. Там саундтрек клевый. Короткая, правда. И в итоге ни о чем прошел. Да, на стрим проходил, когда вышло сразу. Wonderful. Congratulations. Thank you. Thank you to the Muppets. Спасибо. Спасибо, Маппетам. Thank you to the Muppets. 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 Thank you to the
Well, we want to share this award with, first of all, Conrad, our creative director, with all the team back at home. We made a really good team, and we could have never made it without them. We have to thank Devolver for allowing us to do the game we wanted to make. Yes, well, first of all, I would like to thank especially to all those people that share their stories with us. They sent really moving stories when they were playing Greece. That's something that obviously when you create a game, you try to do these kind of things, but you never know you're gonna get to someone. And we pretty much are so moved when we receive this story. So please keep sharing it with us because it's amazing. And thank you everybody that play and support Greece. Thank you very much. Спасибо всем, кто поддерживает Greece. Нравилась игра про гуся. Так это может быть решение порекламить Маппетов. Я не знаю, это очень странно. All right, sorry. Thanks to Bunsen and Beaker. Lifelong dream to have them here at the show. All right. I also want to mention something called the Game Festival. I don't know if you heard about that online, but we're launching a new thing tied to the Game Awards called the Game Festival. And the vision chance to play a bunch of games, and this year we're partnering with Steam, and if you head to Steam for the next 48 hours, a little bit less than that since it started this morning, we have first look demos of over a dozen upcoming games that you can play for free on Steam. And I think that's kind of the future where this all goes, is not necessarily these local events where you have to travel somewhere to play a game, but actually bringing games into your homes and the places you work and live to play. So play all those games. The Game Festival concludes Saturday at 10 a.m. Pacific, and next year we're going to do it across all the platforms, and it's going to be a big thing. So we're looking forward to doing more with that. All right, well, now we're going to present some more awards, and let's get into the Best Family Game. The nominees for that category are Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate, and Yoshi's Crafted World. Пиздец. Да, пожалуйста, перестань лагать. Да. Походу хром, чуваки. Перезапускать. Racing game for the best traditional and non-traditional sports and racing game, and those nominees are Crash Team Racing Nitro Fueled, announced last year at the Game Awards, Dirt Rally 2.0, eFootball Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019, так, лучшая спортивная гоночная игра. And the Game Award goes to Crash Team Racing Nitro Fueled. Крышу отдали. Блин, перезапустить браузер, что ли, пока ничего важного. Mobile game. The nominees are Call of Duty Mobile, Grindstone, Sayonara Wild Hearts, announced last year, Sky Children of the Light, and What the Golf. And the Game Award in that category goes to Call of Duty Mobile. Congratulations, guys. Очень важная категория, да, поэтому их друг за другом. The co-creators of Dishonored and Prey, Raph and Julian, are here. You may have seen online that they just announced their brand new studio. Wolf Iron said here at the Game Awards they were going to reveal their first game. So guys, welcome to the Game Awards. You've been here before, but you've got this new studio. So tell me a bit about Wolf Eye. What's different about it? So, well, we took a long break, but it looks like we can't stay away from making games for very long. So we're just back at it now with Wolf Eye. Yeah, well, what can you tell us about the game? We know the studio, we don't know anything about the game, but that's going to change now, right? Yeah, so we mentioned Dishonored and Prey as some of our past games. We have passion for interesting worlds to explore. We have passion for depth of interactivity, and of course we have passion for simulation in general. So this new game has all of these values, but this time we have a bit of a different approach. We brought a glimpse to show you through a teaser, and we're very excited. It's amazing. One of my favorite premieres of the show tonight. It looks incredible. You're going to see the real game here, guys. We can't wait to hear more about this. Let's take a look at the first project from Wolfeye. Enjoy. Thank you. Впервые, видимо, я так и не понял название Wolfeye, я все понял. Devolver, дешачно. The West, the land of opportunity. A place where you can be a hero, a scoundrel. Че-то вообще не про Dishonored, чуваки. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night. The way is Arcane, наверное. Welcome to the Weird West. Wasteland? Нет, это не Wasteland, это вообще другая игра.
что они новую игру сделали. Тут и новые студии, вот делают новую игру. Weird West. Coming out here could be the best thing that ever happened to you. If you can survive, that is. Что-то супер странное, ну хз. Wild West. All right, up next, a brand new MMO action RPG game from a legendary franchise. Check out this announcement. MMORPG. Perfect World. Сейчас что-нибудь говнецо какое-нибудь представит. Не дрочить нужно мобов 1000 лет. Это игра или просто несколько комплекс игр нам показывают, которые у них есть? Magic Legends, лол. Ты еще по Мэджику. Хера. Coming up, the first look at a brand new game from an exciting new studio. And Ninja is here to hand out the award for best multiplayer game. And still to come, more premieres, more awards, an extended preview from Ghost of Tsushima, and Green Day performs live. Что-то Ghost of Tsushima так рекламируют, видимо, Sony тоже. Бабла отвалилась, заинтересованы в рекламе дополнительной. Потому что на... О, Stadia. Потому что на Ghost of Tsushima, мне кажется, всем стало похер. What Stadia? Stadia is only the newest, most logic-defying, mind-bending, absurd gaming platform on Earth. Forget boxes, forget consoles, just your games, your screens. Да, сколько на Stadia игр доступно сейчас? 15? Или сколько там, 20? Stadia. Unlike consoles, Stadia doesn't take up any space. It makes no noise. It has no smell. Watch. Go find Stadia, boy. Don't worry. You'll never find it. Okay. You can play Stadia. Stadia уже скопали, но видите, пока что промоушен идет вовсю. 4К 60 FPS, конечно. Сколько там в Red Dead Redemption FPS на Stadia? В 4К. Найс, cool story, Bob. Блять, что-то на 4К не похоже. Stadia is gaming for free-range humans. Stadia travels across screens. No downloads, no updates, no waiting. Stadia bends time and space to take you straight to your game. So Stadia is the pencil! Technically, this is Stadia. Stadia's streaming pipeline leverages decades of Google research. Я не знаю, но это, видимо, на Васянов что рассчитано, потому что никто не слышал про Stadia. Что это такое? Stadia is so impossibly mind-bending, so free to move from screen to screen, so not dependent on downloads or updates. It's like nothing. Nothing you've ever played games on before! Господи, какая длинная реклама. Так много рекламы, чё. Wow. Do you guys maybe have Stadia? Пиздец. Еще реклама такая When стрёмная PUBG сейчас. Mobile, one of the biggest video games in the world, and Global Green, a world-renowned nonprofit, partnered to help save the Amazon, we challenged people across the globe. Megan Fox рекламирует PUBG мобильный. We've already lost 20% of the Amazon С чего, блядь? Серьезно? Нихуя себе, Меган Фокс еще, кстати, снимается где-то. Thanks to PUBG Mobile and their commitment to harness the power of gaming for good. And thanks to all of you, we are starting to make a real difference. Global Green's local Но partners они on там the еще ground поддерживают, can now короче, help put out some of the fires and plant thousands of new trees in the зеленое Amazon. покрытие, так сказать. It's just the beginning. Сажать деревья. Go to globalgreen.org Да, поэтому, видимо, Меган Фокс
состоит в этой организации. Они просят донатов. Fight for the Amazon. Сражайтесь за Амазонию. Nintendo Switch has fights to win. Реклама, пожалуйста, закончись. Блять, Overwatch на свитче. Что может быть хуже? Rise and shine. It's magic time. Да, они уже представляли новое, зачем. Ну ладно, это короткая реклама, я так понимаю. What's up, guys? I'm Bajira, and on my stream, I'm all about helping my viewers accomplish their goals, whether it's making progress in gaming, fitness, or just taking control of their health in general. And if one of your goals is to quit vaping, Truth is a program that can help. It's called This Is Quitting. Рекламирует. It's free, anonymous, text-based, available any time of day, right on your phone, and it's рекламирует программу по бросанию вейпинга. Серьезно? 709 to join the program because you can quit, but you don't have to do it alone. Зачем? For more information and enjoy the Game Awards. То есть это кто-то финансирует или это платно? Похоже, гранты какие-то дают, я не знаю. Alright, now here's a brand new game announcement from Oculus Studios. Check it out. Ясно, VR. Ёб твою мать, серьезно? И это что-то другое. Oculus, это компания другая какая-то. Нет, это VR. А, понятно. Пара случаев от смерти от вейпа было виноват. Ну там даже не пара, там больше. Просто... То есть, типа, вейп плохо, а обычное курение не надо бросать? Как-то это просто странно. Не буду приветствовать Ниндзю. Hello, everyone. Thank you guys so much for obviously being here. I've been playing video games my entire life. Всю жизнь играю в игры. There's something magical about a solo player experience, and the only way to enhance that is to play games with your friends. Бля, вот хуйню говорит. Типа, с друзьями лучше играть, чем одному. Мудак. Best multiplayer game. Как будто кто-то его спрашивал, кому как играть. Будет мне рассказывать, где лучше играть, одному или с друзьями. Сейчас Ниндзя мне расскажет. Some amazing games, let's be real, all right? The Game Award for Best Multiplayer Game goes to... Погнали ему ебало набьем. Не думаешь, что стоит такое пропагандировать, конечно. Apex Legends. Apex Legends, лучший мультиплеер игра. Nice рофл. Учитывая, что была реклама Apex на конференции, такая прям активная, блять. А почему нет? Ну, по-моему, хайп уже все сдох. This year has been crazy for us, so for all the team that stuck around and believed and made this magic happen, thank you to the fans, thank you so much. Ты что, она в прошлом году выстрелила, и в прошлом году еще ладно, а сейчас-то что? Respawn of crazy, passionate, super talented individuals for going with us on this crazy journey. We changed our genre, we changed our business model, we made our first character-based game, and we changed IPs while we were shipping a AAA shooter. So, thank you, I love you guys. Говорит, что они дохуя что сделали, на самом деле хз. В этом же году. Мне казалось, что в прошлом, потому что мы летом смотрели, и Apex так заебал на E3.
All right, well, congratulations to Respawn. Great to see Apex winning Best Multiplayer Game. Now, this year, TikTok has swept the nation with its hashtag challenges. For the past few weeks, fans have been celebrating gaming on TikTok with over 450 million video views so far. Tonight, you can use the hashtag on TikTok to join the celebration of gaming and esports. Biggest night in the contest, Cheesy C64. He's the guy that won it right there. So congratulations to him. All right, we've got so much more Game Awards coming up. The Gaming on TikTok contest will continue for the next few days. Cheesy C64. The next Twitch poll is open for best ongoing game. You can go vote now, and we'll see who you think is going to take home the Game Award in just a bit. But right now, let's talk about a big PlayStation 4 title that's coming next year from the guys at Sucker Punch. Ghost of Tsushima. You probably saw this teased earlier this week. I am so excited about this game and what Sucker Punch is bringing to life. We have our longest world premiere on the show tonight, as I've been saying, a true cinematic look. Enjoy at Ghost of Tsushima. Наконец-то что-то новое. Это рофл какой-то. Что Ghost of Tsushima, я не знаю, по-моему, представили еще года 2,5 назад. Или сколько. Потом про нее успели все забыть, вот сейчас она опять вылезла. Мне это на State of Play вот показывали начало. И что-то она как-то поплохела, по-моему. Да, графенисто. Где-то просрали графин. Samurai! А вроде же это будет какая-то стелс-игра, да, скорее, чем вот такая файтинг экшоновая. Нет? The ghost. Some say he died on the beach. Призрак тут сказал, что он умер на пляже. Он говорит, что он шторм, который сделал вспышку. Ну да, он стелс. Все знают, что он придет. Когда ветер появится. Это какая-то смесь, короче, Секиро и Нио. Судя по тому, что я вижу. Только не такая экшоновая. Судя по всему. А вот не стелс, ну, когда тебя палят, наверное, да? Скажи ему, что я иду. Как же я достал? Как меня достала эта маска? Неудобно в ней, да, наверное? Да, что-то графин, конечно, пиздец. Не особо впечатляет. Все, отдышался обратно. Гост, призрак. Как-то мультяж, да не то, что мультяж, даже как будто разрешение низкое, что ли. И что, сейчас гриндей вылезет или что? Или просто музыку? Я надеюсь, это будет недолго. Что... Так, будем опять лазить по уступам, кайф.
Ведь все любят Tomb Raider, Uncharted подобный геймплей. Походу на PlayStation других игр не может быть, да, вот этих эксклюзивов. Обязательно нужно лазить везде. Что-то, по-моему, они ни хера не в лайве это играют. Если честно, но это у меня такое впечатление сложилось. Летом 2020-го. То есть они объявили дату релиза. Ну правильно, потому что PS5 выходит, лол. О, это актриса Контрола была. А они думают, что они им радуются. На самом деле люди хлопают, потому что... О, кто-то спит там. Кто-то уснул. Сами они радуются тому, что дату релиза объявили, я так понимаю. The Game Awards Orchestra. Let's give it up for our incredible conductor tonight, Max Arouge, the Game Awards Orchestra. Да, оркестр. They'll be back later for an incredible montage celebrating our Game of the Year nominees, and Game of the Year will be presented by some very special guests, surprise guests, so stay tuned for that. But right now, we've got another world premiere, a look at Gears Tactics. Check it out. Gears Tactics, ой, бля, такая хуйня. XCOM по Gears of War. Мне уже показывали просто, поэтому как бы, ну такое. Я чё за персонаж такой смешный? Бля, ну если они не покажут Elden Ring, я такой бунт устрою прям. Ну, может быть прикольно на самом деле, хз. Не так уж и много XCOM подобных игр выходит. Хотя вот недавно Phoenix Point вышел. Точнее, может это будет для сморков такая, знаете, простенькая XCOM подобная игра. 40 часов сюжетки, нихуя себе. Миядзаки флешки завод провести не будет. Но может он приехал из-за того, что Секиро представлен. Да посмотрим. Если она будет в геймпассе, то почему бы и нет. Так, конечно, ее покупать отдельно, но хз. В апреле, да, выходит? All right, let's turn back to Twitch. We asked Twitch to predict the winner for the best ongoing game category, and they chose Final Fantasy XIV. We will find out when we present that award in just who wins. All right, we've also got more game announcements still to go on the way. A performance that's going to rock the house by Green Day. Green Day. The award for Best Game Direction and, of course, Game of the Year. Right now, here's a world premiere of a brand new game from a team in China. It's a multiplayer melee combat game that you're seeing for the first time. Here is Naraka Blade Point. Но новая игра Naraka Blade Point про Китай, я так понимаю, которую впервые видим. Что-то крипово, чуваки, страшно. Бля, пиздец страшно. И ингейм футаж. О, ну этот Нио прям. Кошка орёт, когда жрать просит. Да, похоже. Либо когда тебе на яйца наступили, будешь, мне так кажется, орать. О, Секиро геймплей, кайф. Ну, сразу видно, уникальная игра. Люди вот придумали, так сказать. Пиздец. Серьезно? Как дела у вас, хочется спросить, ребят? Причем два персонажа, я так понимаю. Мода на японщину, так это не японщина, это про Китай. О, всякие инфьюзы на оружие, как в Нио. Ну, блядь, супер уникальная игра, да. Чё,
Naraka Blade Point выйдет в 2020. Опять это Magic. Бля, как заебала эта хуйня. Бля, я ненавижу ее просто. Бля, заебал. Уже третий раз. Серьезно, это мотыга сраная. Это что? Нет, хоть приятно вот выглядит. For the one they called the Warrior of Light. Финалка. Поэтому так и не скажешь даже. This tragedy, greater even than the seventh umbral calamity, must be undone. If history must be unwritten, let it be unwritten. Да, я понял. Все обсосали эту игру. Шедевр поколения. Shadowbringers. 16 миллионов. Всему миру продалось. Нет, опять это фейсбучная реклама. Я реально очень собственно от этого. Пойдешь спать, спокойной ночи, год. Ебать, интересно то, что чувак делает в Roblox игру. Охуеть. I was pregnant with our youngest son, and my late husband got very, very sick. The doctors called it a major depressive episode. His mental illness overtook him by way of suicide, and so we lost him when Luke was 2 years old at the time. Они потеряли отца из-за депрессии. Like how my dad died when I was very young. I just wanted to spread a positive message that it's okay to talk about mental illness. I hope I've helped people. Now, she's a host and producer for IGN. Please welcome Sydney Goodman. О, IGN, так это ж он зашкварился с номинацией. Ой, показывает Кодзим. I'm here to present the award for Best Ongoing Game, recognizing that we keep playing our favorite games year after year and acknowledging the teams that keep these massively popular franchises fresh with new content, more experiences, and evolving ways to play. Игра, которая все еще активна, короче. Героичненько, так они, видимо, специально показали так. Ну, то есть режиссер знает, что делать. Блядь, опять Apex Legends. В смысле? Apex Legends только вышел в этом году. Что? Разработки нет, но постоянно что-то новое для нее выходит. Да, ее обновляет. Его хуй с Apex делает, я считаю. Он в этом году, если вышел. Ongoing. And the Game Award for Best Ongoing Game goes to Fortnite. Ну да. Ожидаем. Ну что там, Fortnite, либо что там еще было, я даже не особо интересная категория. Да, модник из Epic Games. This is amazing. Thank you. Спасибо. So, like last year, we represent just like the teeniest portion of the now over 1,000 Как в прошлом году мы представляем лишь маленький кусочек команды, которая работает над Fortnite. And, you know, we're just so humbled constantly to have the opportunity to even make something like Fortnite. It's incredible. То, что у нас есть возможность вообще делать, типа Fortnite. You know, as I was saying earlier, right? Like this idea that we need to lean into what a persistent virtual place can be, and the more that we're trying to experiment with stuff, try different things, то, что можно разные штуки там делать. Our goal
is to try to create a metaverse, to create a place, right, where all IP can live together, where all kinds of experiences can happen, where we can create a thing that is totally new, a totally new emergent type of media, really. Мы сделали что-то новое, хотя, по сути, Fortnite был просто калькой из популярного Battle Royale другого. Так что не знаю, что они там нового создали. Возможно, строить тоже не они придумали в играх. Thank you for all the work you do. Thank you for all the people who play Fortnite, who come up to all of us all the time and give us your incredible ideas and your feedback, and we just can't wait to keep making more. I'd be remiss if I didn't take one little personal note to thank my wife, my daughter, my family, my party people. We love you. Thank you so much. Как он счастлив, ну да. See you guys Saturday. Благодарил всех, семью в том числе. Премьер. Red Hill Games. Max Payne. Разработчики, которые работали над Max Payne, Quantum Break и Arma 3. World of Tanks, блядь. Есть пробитие. Ой, пиздец. Блин, пристрелите кто-нибудь их. Найс. Макс Пейн зашкварен был, по-моему, только что сейчас. Но это оффлайн какой-то. Да, все правильно, я бы тоже так сделал. Согласен, согласен. What the fuck? Я кажется, какая-то мобильная игра, короче. 9 to 5. Запишитесь на альфа. Ну, это, короче, какая-то мультиплеерная игра, я так понимаю. There you go. That's 9 to 5, and I'm here with Red Hill Games CEO Matthias. Matthias, great to have you with us. What is 9 to 5? What can we expect? Thank you, Jeff. Glad to be here. 9 to 5 is a new first-person tactical shooter. It's set in a world where corporations rule everything, and being a mercenary is just another job. Now, a lot of modern shooters can be a little bit chaotic, and that's kind of what makes 9 to 5 special. We really put a lot of focus on the strategic gameplay of the team and playing together and, you know, он говорит, что современные шутеры хаотичны, а это то, что отличает наш шутер. То, что у нас такой стратегический, тактический. So 2020, we're в следующем году, alpha, but you can actually sign в up today 2020 at 9to5.game. альфа. А сейчас вы можете записаться. All right, a little bit of a tease. 9 to 5. All right, thanks very much for being here. 9 to 5. All right, we're going to hand out some more awards right now in the category of Esports Game of the Year. The nominees are лучшая киберспортивная игра. Dota 2, Fortnite, League of Legends, and Overwatch. Ну, кто там должен быть? Либо Лига Легенд, либо Dota, наверное. Goes to League of Legends. Ну да. Ну, Лига Легенд. Где конкурент? For the best VR AR game, those nominees are Asgard's Wrath, ну, Beat Saber, Blood and Truth, хотя, может, No Man's Sky, я не знаю, крутой. No Man's Sky, and Trover Saves the Universe. Чё, ему даже смешно. And the Game Award goes to Beat Saber. Ну, да. Congratulations to Beat Games. For the award for best performance, awarded to an individual for voiceover acting, motion, and/or performance capture, the nominees are Ashley Birch for The Outer Worlds, Courtney Hope for Control, Laura Bailey for Gears 5, Mads Mikkelsen for Death Stranding, Matthew Peretta for Control, and Norman Reedus for Death Stranding. And the Game Award goes to Mads Mikkelsen for Death Stranding. Congratulations, Mads. This year we also added a fan category over the past few days called Player's Voice, and a lot of you around the world voted tournament style to pick your favorite game. This was 100% in control of the fans, and the winner of the fan vote is Fire Emblem Three Houses. Congratulations. Да? Или это что-то? Я это не понял. Well, throughout the show, you've То, за что проголосовали люди в Fire Emblem. Emblem. And we're so honored to have them here with us tonight. Please join me in recognizing this year's class of global gaming Там за citizens. категорию за то, что проголосовали люди. Опять это Facebook.
Congratulations, guys. Beautiful. A selfie. All right. We're so proud of that program. We intend to continue that year after year. I love telling all these stories of amazing people around the world who I think represent gaming at its best. All right. Up next, we've got music from Green Day. Reggie's in the house to present our Indie Game Award. We've got more world premieres, more Game Awards Orchestra, and the big award, Game of the Year, presented by some special guests. Now, the popular action MMORPG Black Desert has only been available for PC and console, but now Black Desert Mobile is available on iOS and Android. You can download it tonight and get a true MMORPG at your fingertips. Лучше Инди еще будет. Либо будет, либо она была, и, ну, я вроде не отходил. Значит, будет еще. Скорее всего. Либо она была пачкой, я мог пропустить, конечно. Но вряд ли, вроде как. Black Desert мобилки. Клево. Уже иду создавать тянку моей мечты. Можно работать. Кайф. Рубить деревья и добывать камушки. И рыбачить. Всегда мечтал. На мобилках. 5 фэпсов перегрев телефон за 20 минут. Что там, все плохо, да, с производительностью? С оптимизацией. Ну а что-то да, я вот даже сейчас заметил дроп фэпсов у них. О, Blacktail. Второй раз рекламирует. Можете купить по скидке, скорее всего. Нет, заебала эта мотыга 4-й или 5-й раз уже, блять. Ну серьезно. Let's say you're not the super и опять эти телеки ёбаные. О, боже. The Samsung QLED TV has got you covered there too. When it comes to the most eye-popping visuals, HDR is where it's at. Quantum Dot technology delivers amazing color fidelity, while full array local dimming allows the brightest and darkest parts of a scene to look their best. Features like these are why Samsung QLED TV was a Best of Innovation honoree for gaming at CES 2019, and they're nominated again for 2020, so keep a lookout. I didn't think anybody was really going to play this game. We got over 500,000 letters written in the first couple months. Один из создателей Kind Words. We were not prepared for. Kind Words is a game about writing nice letters to people. All real people, anonymously, online, sharing their worries and making each other feel better. Людям. Pushing the definition не слышал ничего про эту игру, кроме того, что там была в паре номинаций вроде как. Ziba Story. О, господи, блядь. Пиздец. Надеюсь, это короткая реклама хотя бы будет, бля, ну серьезно. Мы этого ждали, да. Можно... Причем это не мобильная игра, это можно в Стиме в нее играть. Лол, прикиньте. В это говно кто-то в Стиме будет играть. Нихуя себе.
storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. Зевки, но, блядь. Drive your game. Тяжело. Таки уже 7 утра, 6 хотел сказать. Я тут рекламы кормит. We are excited to welcome WD Black to the Game Awards as the official storage sponsor. All of tonight's world premieres have been safely stored on WD Black, and you can get command performance with SSD speed. Check out WDBlack.com for a chance to win a decked-out gaming rig and WD Black products. All right, now I'm very excited to introduce our next performance. One of my passions outside of gaming is live music. Whenever I go to a show, I'm always thinking about who would be perfect here for the Game Awards. And this band has been on my list since the beginning. They've won 5 Grammys. They're members of the Rock and Roll Hall of Fame. Он давно их слушает, видимо, поэтому он их позвал. 5 million albums worldwide. 5 Грэмми, 85 альбомов, миллионов продаж, я так понимаю. Get on your feet, ladies and gentlemen, this is Green Day. Никогда не фанател по Green Day. Ну, типа такой. Слушал пару песен в свое время. Как же... По-моему, хуёво он поет в лайве. Разъяснил, блин, ему, наверное, сколько уже? Полтос. Типа, он нормально выглядит для его возраста. Если не больше, я не знаю. В группе же очень много лет уже. В группе же там то ли 20, то ли 30 лет. Микрофон слишком высоко. Я думаю, что он поставил так, как ему удобно. Возможно, так, как ему удобно, я не знаю. Мне что-то совсем не алё. Его очень тихо слышно, да, кстати. А может из-за того, что микрофон выше. Так, как видишь, не очень, если выражаться цензурными словами. Ну ладно, хоть бесплатно, денег за это не взяли. Однажды панк навсегда. Но это какой-то прям супер гламурный панк. Может, им стоило какую-нибудь там более известную песню, возможно, исполнить, я не знаю. Что хуже, это или предыдущий Тянка Маска? Блин, ну Тянки Маска хоть вокал получше. Тут что-то прям совсем плохо. Ну ладно, они только на одну песню, я так понимаю.
Нет? В смысле? Еще что ли? Можете танцевать. Бесплатная любовь. Обещаю. Блять. Нет, это не конец был. Но он стал петь в микрофон хотя бы теперь. Я просто даже этих песен не знаю. Я знаю, говорю, там как American Idiot, Wake Me Up When September Ends, по-моему, да? Boulevard of Broken Dreams. То есть 3 песни, да, по сути, я знаю, наверное. Это, наверное, новое. Ну да, ну... Понятно, каких песен все ждут от них. Это, кстати, получше песня, чем предыдущие. По крайней мере, мне так кажется. Возможно, эта песня представлена в Beat Saber, поэтому, видите, сейчас показывают на фоне. Его, по крайней мере, слышно? Да, да. Но он, видите, все равно держит микрофон повыше рта. Привет, Гермес. Что такое? Это Game Awards 2019. Green Day выступает. Видишь, шоу, скоморохи, все дела. Игры новые показывают, в том числе, да. В том числе. Пока что самое интересное, это реально был анонс одной из игр на PlayStation 5, наверное. How about that? Green Day, everybody. The worlds of virtual reality and rock just collided like never before. Beat Saber and Green Day. Зачем они поют, если людям игры нужны? Не знаю, шоу. Drops tonight on all platforms. Soon to be able to play 6 of the band's iconic hits and brand new singles from the album Father of All, which is out on February 7th. Thank you so much to Green Day for playing the Game Awards. We have a lot of shows still coming up. Of course, we've got the award for Best Game Direction. We've got Game of the Year. Yes, we've still got some announcements and surprises for you guys at gaming's biggest night. It just gets bigger and bigger, running all around the world. And we've got another world premiere for you to check out right now. Enjoy. Новая премьера. Так. It is an eternal island of legend. Бесконечный остров легенд, наполненный магией и растущее зло, силы смерти и жизни, бесконечный конфликт. For centuries, many have come in search of its power. Веками люди приходили в поисках силы. Only to fall to its corruption. Чтобы упасть в разрушение. Зафейлиться, так сказать. Разрушительная сила, типа, судя по всему, имеется в виду.
Короче, обе стороны приходят за силой. Какие-то монстры, в том числе и с ними дерутся. Это стратегия, что ли, в итоге? Теперь уже все пошли на замок. И ты пришел сюда, тебе обещали силу. Тьма поглотит тебя. New World, май 20. Можно предзаказать прямо сейчас. Написано. That's New World, and I was just down in Irvine at the studio visiting the devs a couple months ago. Had a great time playing it. It looks really cool, and you can get more info at newworld.com. Он играл, и сходите на сайт. Now please welcome to the stage a good friend of the Game Awards. He's been here every year since the first show with a perfect attendance record. Of course, he's the former president of Nintendo of America, a friend to all of us. You can follow him at Twitter, at Reggie. Give it up for Reggie. Бывший руководитель Nintendo Америки. Рейджи, короче. Они так его форсили, прям промотировали. Про что геймплей, но видите, заставляет на сайт заходить. Конечно, продаст Switch, так он все вроде не работает больше. Чё? Thank you for that warm welcome. Спасибо за теплый прием. It was just over 16 years ago that I joined this industry as an executive. But truth be told, 16 лет назад он начал работать as a fan and as a player for so much longer. Like you, I've witnessed the growth of our favorite form of entertainment. And now video games are bigger than the movie industry, bigger than music. Говорит, что мы теперь больше, чем кино, чем ТВ и музыка. But most importantly, video games continue to innovate, not only as entertainment, but also into areas far more profound. Experiences with their foundation in video game technology are being used to help surgeons practice before a difficult procedure, and to enable college students to simulate business situations and develop real-world skills. I may no longer be an executive in this industry, but I'll always be an ambassador for video games as a force for good and a force for fun. Кодзима опять. In this category, fresh indie game, you can see how games are continuing to evolve as entertainment. Как развлечение, мы видим, что развивается индустрия благодаря именно инди-играм. Инди-разработчики — одна из важнейших частей индустрии. Почему? Потому что каждый номинант этого года одновременно когда-то был инди-разработчиком. Как он долго разговаривает, в апреле, оказывается, что да, все верно. For my friend Shigeru Miyamoto, those ideas began around the woods near his house in Kyoto. And for my dear departed friend Satoru Iwata, those ideas led him to invent his first video game on a portable calculator while he was still in high school. Я уж просто не знаю, я катаюсь на стуле. Мне эти его истории, конечно. They both became fixtures in the history of video games, but first they were dreamers, and they began with their imagination. So like everyone else, at the start, they were true indie developers. Any awards event is, by definition, a look backwards. Who's done something great in the preceding year? Я не знаю, я устал. But in this category, you can look forward.
If you Ты want еще to не see пропустил, the да он уже 4 incubator минуты рассказывает where истории future свои. game greatness is evolving, Охуительно. it resides right here in this indie category, recognizing brand new independent studios who released their Он first game представляет this инди-игры year. категории. Let's take a look. Конечно, это все клево, да, как он рассказывает, подготовился, молодец. Но не настолько долго, мне кажется, надо. Disco Elysium, Gris. New Friend Pedro. Слабовато. Outer Wilds не играл. А все играл, кроме Outer Wilds. Slay the Spire играл. Игра про гуся играл. Посредственно. Ну, Disco Elysium должны отдать, наверное, самая крупная такая. All right. And the game award goes to Disco Elysium. Это вторая. Disco Elysium also wins Best Independent Game. Tonight, they're taking home a total of 4 Game Awards. Я на сабдей, да, играл. Но надо ждать перевод русский. Илья Репин, Владимир Маяковский, Илья Репин, Владимир Маяковский, Виктор Цой. Нихуя себе. Тот, кто вдохновлял их. А я забыл, кто это? Финны вроде, да? Disco Elysium делали? Или я перепутал? Так, World Premiere. My son, they say you can't change a person, but a person can change with time. Change a mind, change a heart. Что это? That might be good enough for you. Транзистор новый какой-то или Бастион? But I can change anything. Чё, кони... Нет, это что? Convergence. Короче, по Лиге Легенд, блядь. Какая-то история. All right, surprise! There's a second League of Legends announcement tonight. Double Stallion Games. Lee Thomas, Lee, why don't you tell us a bit about what we just saw? Sure. Well, that was quite an experience. So yeah, we're here. It's been an amazing time keeping this secret, but we are working with Riot Forge, making Convergence, a League of Legends story. So what is it? It's a single-player action platformer where you play Echo. Echo is a young inventor who has created a device that can manipulate time. Про молодого разработчика, который создал девайс, который может контролировать время, манипулировать временем. Да, и какие последствия будут, если ты будешь управлять временем. Fantastic. Thanks very much, Lee. Great to have you here. Great announcement. All right, in just a moment, 5 of the nominees for Game of the Year are going to go head-to-head in the Best Game Direction category. We'll see who wins that one, and we've still got some surprises left. The Game Awards will be right back. Скоро. Опять реклама? Да ты серьезно? Блять. Ой-ой-ой. There's a whole new way to play games to ask for. Ask for a way to play your favorite games from screen to screen. Это дебильная реклама еще этого стадии. Stadia gives you magic zappy fingers, so you can turn screens into Direction? machines. Режиссура же. Stadia is a gift that won't ever stop growing. A gift that doesn't take up any space. The gift of up to 4K 60 FPS. A gift that gives you games anywhere and everywhere and anywhere. Поточнее режиссуру в играх. В смысле поточнее. You can even ask yourself for Stadia and give it to yourself. Get the unthinkable. Как что еще могу точнее сказать? Как называется, так и называется. В игре же тоже есть режиссура, постановка кадра и все такое. То как повествование идет. Ну, видимо, я не знаю. Я же не эксперт, нет, операторская работа. Сомневаюсь, что такое есть в видеоиграх.
VR-игра какая-то. Выглядит чуть не особо хорошо. Что это такое? Surgeon Simulator 2. Ой, господи. Окей. Nintendo Switch has worlds to explore and adventures to come. Сюжет — это сценарий. Блять, Ведьмак на свитче, как же он ужасно выглядит. Нарратив был. Direction — это геймдизайн, можно сказать. У нас, говорят же, геймдизайнер. Режиссер игровой. Опять про бросание вейпинга. Опять это парашу рекламирует. Кусок говна. Да. Кадры те же тогда, да, реклама-то одна и та же. Rated T to M. PlayStation. Each day I pray for evening justice together at last at twilight time. PlayStation now. What's going on, everybody? I'm professional esports host and commentator Golden Boy, and since 2017, Samsung and Xbox have worked together to deliver amazing experiences for all gamers. That's why I teamed up with them to create something special for the fans. The Ultimate FTW Sweepstakes. And I want to give a huge shout out to our winner, Isaiah Yanez, also known as Buddy Roy. You are the winner of the Upgrade FTW Sweepstakes. You won this killer Samsung 75-inch Q70R QLED TV, a Q70 soundbar, an Xbox One X, and 12 months of Xbox Game Pass Ultimate. Safe to say that's a lot of nuts. Congrats, and thank you so much for joining us here tonight. Кто-то выиграл, короче, этот телек, Xbox и 2 месяца Game Pass, что ли? Thank you, Golden Boy. And now it's time for a world premiere, a re-announcement that I think you'll be excited about. World premiere re-announce. Да? There was a time when you were heartless, brutal, a monster. And I'm proud of you for changing all that, but I'm here to ask you to be those things once more. For them. For me. Это Wolf Among Us. Can I count on you? Это волк. Bigby. Bigby, да. Can I count on you? Могу я рассчитывать на тебя, спрашивает. Всегда. Кайф. Когда? Дату по названию. Now, she's an Emmy-winning writer and an Видимо, accomplished voice неизвестно. actor. Please welcome Ashley Birch. Эшли Бёрч. Ну, это актер озвучки и актриса. Hello, everyone. Здрасте. The best games start with a single person asking a single question. What if? And when that question excites other people, and they start asking what if, it's a snowball of creativity and passion that pushes games to be the best they can possibly be. These are the nominees for the Best Game Direction. Лучшая режиссура. Игровая режиссура. Control. Ну, Death Stranding, наверное, возьмет. Я так полагаю.
Outer Wilds, что вообще? Resident Evil 2. Sekiro. Okay, and the winner for best game direction goes to Death Stranding. Death Stranding. Мистер Коджимба. Тут все понятно, ну да уж. Он же у нас фанат фильмов. Thank you. Thank you so much. Спасибо большое. 4年前に独立してゼロからのリスタートだったんですけど、またここに戻ってこれて非常に嬉しいです。It was a start from zero 4 years ago, but I'm very happy to come back. Мы начали с нуля 4 года назад. 最初から一緒の船に乗ってくれたソニーさん、それからエンジンを提供してくれたゲリラさん、それから一緒の船に、小さな船でしたけど一緒に覚悟を決めて乗ってくれたキャストの皆さん、それからアーティストの皆さん、Как же он мог говорить, переводчик такой, сейчас мне все переводить. 一緒に船を漕いでくれたスタッフ、コジプロのスタッフの皆さんとサポートしてくれた家族、それから何よりもこの4年間応援してくれたファンの皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。I really want to thank a lot of people started this shit going. Sony started out with us, Sony, and also Guerrilla for providing the game engine. And also, it was a small boat, but all the cast came on board, the musicians, the artists, the people who collaborated. Thank you so much. And also, the small boat was all the staff came to work together. I would really like to thank them. Мы начали вместе работать, хочу поблагодарить их, мою семью. Best of all, the fans who waited 4 years. Thank you so much. Фанатов, которые ждали 4 года. Доброе утро, Птагевич. Congratulations today. We've got one more award to present, Game of the Year, and we've got some very special surprise guests here to do the honors. Over on Twitter, you guys voted for the Gaming Tweet of the Year. We've got the winning tweet. Check it out, and we'll be right back with Game of the Year. Блять, серьезно? Ты сейчас мне опять рекламу покажешь? Твит года. Че? Окей. Ну, видимо, да. Покормят нас рекламой еще. Нам же было мало рекламы, чуваки. Мы, любители игр, еще и любим рекламу смотреть. Конечно же. Elder Scrolls Online. Skyrim. 16 января покажут, видимо, новое апдейт. Сука. Кайф. Игры для VR. Ну, я так понимаю, чуваки, Elden Ring не будет. Что-то не пахнет Elden Ring, да? Doom Eternal. Эту рекламу мы увидим второй раз, если что.
И реклама мотыги в 5 или в 6. Я так понимаю, больше всего денег у мотыги. Что логично. Сколько у них все это говно стоит с карточками. Любимый магазин. Я обожаю его. Покупаю игры только там. Epic Store Games, кстати, да. Сука. Ай, бля. Я смотрю достойные эксклюзивы там, игры, про которые я даже толком не слышал. И сразу видно качество, да? Сразу хочется купить там временный экзо, ну скорее всего, да? Это, видимо, эксклюзивы. Это Dead Cells, который все спиздили, кстати, чуваки. А вот Godfall тоже, который выйдет в том числе и на ПК, видимо. Которая вначале будет эксклюзивом PlayStation 5. Непонятно, сколько она будет. Сказано, что будет 12 дней бесплатных игр, кстати, с 19 декабря. Интересно, что там за игры будут. Мишель Родригес. А ты тут каким боком? Чё, как у вас тут дела? There's one last game announcement to share with you tonight, and I'm really excited about it. Allow me to present the world premiere of our latest expansion to the Fast and Furious saga. Блять, она представляет эти ебаные форсажи свои. Какую-то игру по форсажу, что ли? Ой, пиздец. Гоночки. Вот что она пришла, короче. I'm going to split. It's the only way to keep you both safe. I think I know someone who can help. You ready to ride? Выглядит как хуета. We want revenge. We want justice. Чё, это, видимо, сюжетная игра. Ну как сюжетная? Будут сюжетные вставки. В первом рейсике, так она фильм была, почем ты игру вообще? Да, такой сморк, конечно, Тухед. Этот Торетто или как там его. Про фильм-то? Ну, фильм, да. Да, они пришли прорекламить вот это вот парашу свою. Да, с Вин Дизеля в голос. Он прям как в этой игре, я забыл, на самом деле. Уиллман, да, точно. Fast and Furious Crossroads. Выйдет в мае 20-го. На всех платформах. I'm excited for that one. Я думаю, что закончено, но сейчас последняя номинация. It's been like 18 years, man. From a little article in a newspaper to a movie. 17 лет назад первое они сделали. It's pretty cool. А теперь мы это делаем. I'd like to now introduce a surprise guest and also one of my friends for life. Сюрприз гость. Vin Diesel. Вин Дизель, бля, охуеть, сюрприз гость. Бля. Лол. Эй, где Elden Ring, блядь, алло. Спасибо, Хенкер, за 25-й месяц подряд. Спасибо большое за рисовку. Доброе утро. Че? Do not tempt me. Ну, он-то имеет, кстати, отношение. Он Риддика играл, между прочим. We are in our crowd. I know, man. Gamers. We have been gamers. We have been gamers forever, and we are at an award show of our people. Да, нашел среди наших людей.
used to just like literally spend all night playing like Tekken fighter games or Street Fighter. Типа играли в Street Fighter. Всю ночь. It's amazing to see that trailer finally. Приятно видеть трейлер. Секрет расскажу. Вчера я видел трейлер 4-минутный. Чё? Типа Форсаж 9, что ли? Чё? Да, Форсаж 9. Я хуй знаю, я последний Форсаж смотрел, наверное, какой-то 4-й, наверное, или 5-й, а это уже 9-й. Так, Game Awards, да, Game of the Year, GOTY. Прикольно, кстати. Оркестр играет темы из игр. Но Outer Worlds явно не тянет на игру года, был. Вообще ни на что не тянет. О, Death Stranding. Так, я не понял, а что из Death Stranding не играет ничего? Я чуть не могу узнать. Что-то из Death Stranding тема не узнается. Странно. Была эта тема, да, что-то не признаю. Супер Smash Bros. Ты узнаешь? Да, я что-то думал, что они все еще Outer Worlds продолжают играть. Окей. Control. А, это что такое? Так, я не понял, что за нечестно какой-то. Вышел мужик и начал петь, а на предыдущих песнях не пели. Это читинг какой-то, я считаю. Дисквалификация. Секиро. И у Резика что за трэш какой-то? Да? Ну ладно. Еще пиздец какой-то. Это очень странно было в конце. And they keep telling me don't lean down. As my daughter would say, Dad, take over your fear. Типа не нагибайся, the Game of the Year award goes to Готи уходит. Sekiro. Секиро? Что? Вы че, блядь, серьезно? Ебать. Что нахуй? Бля, ну дед Миядзаки, конечно, заебись.
выйдет. Слышишь, давай Elden Ring показывай на радостях. Миядзаки, бля, ну. Это какой-то рофл, мне кажется, все охуеют. Сейчас будет разрыв жоп, короче. Обсуждение. Так, ладно, окей, хорошо. Не, я рад за Миядзаки. He's very moved. セキロ我々としてはですね、新しい挑戦とか、尖った部分を含んだタイトルだったので、作ってる間すごく不安だったんですけれども、こう素晴らしい賞をいただけて、すごく驚いてます。Мне Sekiro чеки не особо зашла. Я разве что могу сказать. Sekiro has a lot of difficult and complex elements that made us a little unsure. Много было сложных элементов, и мы были не уверены в We ней. were both surprised and overjoyed at the reaction that we saw. И мы были удивлены хорошей реакцией, хорошим, то, что ее хорошо приняли. So I'd like to share the joy of receiving this award with the Хочу staff разделить from радость Software, who pulled out all the stops to make it happen, as well as the team at Activision for their ongoing support throughout. И Activision, который нас поддерживал. Да, Sekiro взяла Готи, чуваки. Пиздец. Я меньше всего ожидал. 我々ゲーム作れてます。また面白いゲーム作るつもりなので、ぜひ期待してください。And finally, I'd like to give out a huge thank you to our players. И хочу поблагодарить наших We игроков. couldn't have done it without you, and it was a Без huge вас honor мы to бы не make. смогли. So we will continue to try and make the best games we possibly can. Мы будем стараться делать дальше самые лучшие игры, которые только можем. Спасибо большое. Elden Ring, покажите! Академию с шестецом. Да Академии дали за режиссуру, чуваки. Так что, в принципе, никого не обделили. Да. Блядь, нет Elden Ring, какого хуя? Да. Отстой. Отстой. Что не показали Elden Ring. Но... Нихера, спасибо большое, Pennywise, за 5 подарочных подписок. Поздравляю всех людей, кому прилетел саб. Да, спасибо большое, Pennywise. Огромнейшее. За гифты. Да. Было прикольно. Было не прикольно во время реклам. Кажется, никто из вас не понял. Да. Не меня с вами заперли. Все, конец. Видимо, конец, да. Я расстроился, то, что не показали Elden Ring. С одной стороны, я рад за Миядзаки, как я говорил. С другой стороны, я не фанат Sekiro. Ну как, типа я ее прошел, выбил платину, все дела. Но я больше фанат Soulsborne, да? Ну, Dark Souls, Bloodborne. Мне не очень эксперимент зашел. Но рад, что Миядзаки признали. Я думаю, никто не ожидал, да, что дадут Sekiro. Все, наверное, те, кто делали предикты, меньше всего рассчитывали на Sekiro, я думаю. Наверное, это странно, кстати. Удивительно, я бы сказал. Форест атмосферный трейлер. Я не играл в Форест просто в оригинальный. Ну, давайте, чё? Самые такие анонсы. Анонсировали новый Xbox. Показали, как он выглядит, да? Он выглядит как какая-то странная станция-колонка, да? Супер странно он выглядит, конечно. Показали Hellblade 2, да. В конце вот показали Wolf Among Us 2 тоже. Что еще? Показали стартовую игру PlayStation 5, которая будет, я так понимаю, эксклюзивом на старте. Ну давайте я вот открою статейку на DTF. Может так получше будет, нагляднее хотя бы. Что там показали? Сейчас.
Секунду. Что показали на Game Awards. Так, это нам не нужно. Прямой эфир. Блять, ну это началось вот, короче. Это скипы. Switch. Обновленная версия Бэтмена. Я чуть не помню на самой церемонии, чтобы это показывали. Man Eater показывали уже на E3. Humankind это херня какая-то. No More Heroes 3. Но это эксклюзив свитча. Говорят, супер клевая игра No More Heroes, но я как бы не играл. Ремейк Final Fantasy я ничего нового не увидел в том трейлере. Ну, Xbox это пиздец. Я не знаю, кому-то может он понравился, но это выглядит как колонка, а не как консоль. Ну что-то прям мне вообще не нравится, на первый взгляд. Что-то какой-то пиздец. Что это нахуй? Что такое, блядь? Какой-то кошмар. Яндекс колонка, да. Но мы еще не знаем, как будет выглядеть PS5. Получается, Microsoft первый показала, да? Мы видели только дев-киты. Да, ролик Hellblade 2 был супер криповым. Прям было страшно, как она там песню поет. Выйдет на Xbox. Но там не было указано то, что это будет эксклюзив. Обнова для контрола была, да, бесплатная. Вот, Godfall для PlayStation 5. Старт в линейке и выйдет на ПК в Epic Store. То есть его не будет на Xbox. По сути, это первая игра, которая заявлена на PS5. Вроде как. Bravely Default неинтересно, JRPG, Мотыга, Warframe неинтересно. Вот этот Forest. Son of Forest. Но это же вроде мультиплеерная игра. Рудин какие-то пошаговые RPG, по Лиге Легенд неинтересно, музыка в Киберпанке. То есть это вот эти вот представители будут... Вот эти исполнители будут представлены, точнее, в Киберпанке. Dark Alliance по D&D. Для задротов Dungeons and Dragons, наверное. Apex нахуй идет. Apple Arcade тоже. Опять показали. Отложили на месяц. Лол. Так они еще и перенесли. Они так много переносят этот Ори. Все они делают. И все переносят. 11 марта выйдет. Weird West, создатель Dishonored и Prey. Action RPG. Ну, выглядело не очень, если честно. Magic Legends, Путь воина VR, да? Ghost of Tsushima показали, которая что-то даунгрейдно-то выглядит. Это понятно. Gears Tactics. Нарака, которая понаворовала вот идей как раз-таки из Sekiro и Nioh. И всех этих самурайско-китайских игр похожих. Ничего я не видел, да? Это еще многопользовательский экшен, чуваки, оказывается. Лол. Забавно. Тактический шутер от экс-сотрудников Remedy. Green Day, понятно, для Beat Saber. Блин, по сути, ничего толком не анонсировали. Ну вот Волк 2. Все. А когда выйдет-то? Нет даты, да? Понятно. Ну да, и вот Fast and Furious показали в конце, все. По сути, толком-то ничего и не было, да? Больше рекламы было. Не знаю, может потом еще что-то опубликуют. Ну, разве что самый жирный анонс, это, наверное, новый Xbox показали. Ну так, в плане именно информации. Я не ждал, но это, наверное, самый крупный анонс этой конфы. Ну и все охерели, я думаю, с Готи. То, что Sekiro отдали. Я думал, Death Stranding отдадут. Неожиданно, конечно. О, чуваки, да, можно было реально спать, конечно. Можно было отдыхать. Да, спасибо большое, гайс, то, что со мной смотрели. Были большинство людей с самого начала, по-моему, сидели, смотрели, обсуждали. Было интересно с вами смотреть, веселее, чем одному. Да? Пойду я спать, а то я час спал всего.
проснулся, чтобы посмотреть вместе с вами. Пойду отдыхать. Вы тоже там, я не знаю. Кто проснулся, хорошего вам дня. Кто спать идет, спокойной ночи. Или, наверное, уже не ночи, спокойного сна, не знаю. Увидимся на следующем стриме, гайс. Я посмотрю, что там можно будет поиграть, покатать. Что мне придет в голову. Поглядим, да. Давайте, да. Увидимся на следующем стриме. Спасибо большое, да, Pennywise. Огромное за 5 подписок подарочных. Очень много. Да, всего хорошего, гайс. Давайте. Увидимся.